Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир, долгожданный, такой важный, потому что бурные события гремят, гудят и разрывают, да, информационное и не только пространство, еще и непосредственно удар по Киеву будем обсуждать, орешник применили по Киевской области. В общем, обо всем об этом и не только об этом с Алексеем Арестовичем прямо сейчас. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, как обычно, вопросы можно оставить в сообществе YouTube, заблаговременно под анонсом оставив свои пожелания. В клубе зрителей «Шелест» тоже закрытое такое сообщество, там тоже есть возможность задать вопрос. Ищите в описании, конечно же, ссылки, чтобы и каналу помочь и вопрос задать, их там несколько. А также, пожалуйста, обратите внимание на ссылки Алексея Арестовича, его «Школа мышления и коммуникации». Милости просим. Начнем, как обычно, с опроса нашего сегодняшнего эфира. В конце подведем итоги. Звучит он следующим образом. Кому выгоднее, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины? Варианты ответов. России, Зеленскому, европейцам или никому не выгодно. Сегодня Тихановская приехала, ее повозили по руинам, с ней там целая компания. И Тихановской, знаете, вот сказать, что там сильно почести какие-то там, да, возлагали, нет. Но давайте тоже, скажем так, это ведь четкий ответ Лукашенко на его запросы, а давайте поговорим. Качают Беларусь нешуточно, но кому это выгодно? Из приведенных вариантов, может, у вас есть свой? Выгодно всем, кроме белорусов. Смотрите, я публиковал сегодня пост. Могу вкратце его повторить, тем более не все далеко. Есть люди, которые смотрят YouTube, не читают соцсети и так далее. Значит, что говорят таксисты? Таксисты говорят, что в голове гениальных российских стратегов родилась следующая история. Поскольку мы не можем до выборов в Госдуму, которые в сентябре, объявить мобилизацию, это крайне непопулярная мера, то то есть мы не можем физически увеличить количество своих войск на фронте, значит, надо сделать так, чтобы количество украинских войск уменьшилось. А как это сделать? Напрячь из Беларуси. Почему Беларусь хороша, в кавычках? Потому что уже было нападение. Россияне нападали, используя территорию Беларуси на Киев. И все помнят, что это довольно неприятная история. Мы не можем не реагировать. Зеленский тут же подхватывает эту историю, потому что россияне в который раз спасают его от коррупционного скандала, по сути. Смотрите. Сразу переносится внимание. Начинаются поездки по Киевской области. Начинается, Волынь там закапывается в полное окружение тотальное для круговой обороны и так далее, и так далее. Причем таксисты, чтобы уже нажать все педали, говорят следующее, что Трамп и Си Цзиньпинь обсуждали схему интересную с подачи Трампа, которая звучит так, что Россия очень хочет применить тактическое ядерное оружие в порядке устрашения хотя бы раз. Но сама этого делать не хочет, потому что и Запад, и самое главное, Си Цзиньпинь категорически против применения тактического ядерного оружия, обещают всяческие неприятности. Давайте Беларусь применит. Родилась такая гениальная идея. Помните вот недавнее заявление Искандер с ядерной боеголовкой, Лукашенко, который сидит, инструктирует там и так далее, и так далее. Это вот попытка информационно отрабатывать вот эти схема какая, что они делают провокацию на границе, мы бьем в ответ там по Мозырскому комбинату, по центру принятия решений в Минске, еще куда-нибудь и так далее. Ущерб считается неприемлемым, погибли мирные белорусы. Лукашенко запрашивает в рамках союзного государства, им позволяет это делать законодательство, запрос на применение ядерного оружия. Россия говорит, что ж так, для самообороны, да, армии-то большой нет, у вас нет других вариантов защититься, кроме ядерного оружия. Они лупят по нам ядерным оружием. Мы устрашаемся и начинаем, и уступаем. Формально Россия ни при чем, а Беларусь, что с нее взять? И тут, Трамп предъявляет это Си Цзиньпиню. Си Цзиньпинь говорит, делает несколько замечаний. Они звучат как дежурные фразы, но важно, что они прозвучали. Ядерная безопасность, не будем применять, и прочее, прочее, прочее. Вопрос нерешенный. Беларуси, говорят, таксисты передали, что если это случится, Лукашенко от Беларуси камня на камне не останется. И смотрите, то есть мы сносим, НАТО говорит, мы сносим Беларусь просто в ноль. Понятно, не мирных жителей, а армию, правительственные там все эти самые и так далее. А Россия ни при чем. Россия как была. А зачем НАТО сносить Беларусь? Но если они применили ядерное оружие, то будет ответ за применение ядерного оружия. А против кого они применили ядерное оружие? Против Украины. А Украина давно в НАТО? А они прецедент хотят задавить как таковой. А второе, они передали Путину, что просто не надо. Вот не надо этого делать. Потому что тогда совместно убивать Россию санкциями будет США и Китай вместе. У вас, мне кажется, здесь очень интересное начало, так сказать, истоки, да, вот этой
Ну, я имею в виду в порядке, да, что зачем. Вы говорите, они делают провокацию, мы там бьем, а по нам летит ядерка. Ну, имеется в виду, Украина бьет, и по Украине летит ядерка. Но тут же понимаете, что это же провокация, провокация для провокации. Ну вот, звонит Лукашенко, говорит, я готов приехать в Украину. Приезжай ты в Беларусь, приеду я, давай говорить. Они ему отворот-поворот и говорят, ты там кто-то такой, но через день Смотрите. ему звонит Макрон. И для Макрона, получается, Лукашенко президент, а для Зеленского нет. Так кто Смотрите, кого провоцирует? это же далеко еще не все. Мы как бы движемся еще. Смотрите, мы не знаем до сих пор, эта информация не является ли операцией информационной. Когда они заявляют, что Лукашенко договорился о ядерной провокации с Путиным и так далее, и так далее. Что мы знаем по факту? Мы знаем, что Лукашенко позировал с ядерным оружием. Лично. Мы знаем, что Макрон ему звонил и сказал, что, ребята, это из фактов. Ну, как бы Беларусь готовится втянуть войну, не надо втягиваться. Мы знаем, что Зеленский заявил о провокации с белорусской территории. Мы знаем, что Лукашенко заявил, что он готов встретиться с Зеленским в любой момент. Мы знаем, что Зеленский пригласил Тихановскую в Киев. На что это похоже для обычного гражданина, который интересуется, не полетит ли ему на голову ядерное оружие, не будут ли наступать на Киев снова, там, или на Волынь, не будут ли наступать, или на Ровно белорусы. Значит, теперь все это выжимаем, выбрасываем все это как лимон. Что остается в руке? В руке остается необходимость у российских войск оттянуть часть наших войск куда-нибудь с фронта. Ты своих количеств увеличить не можешь, а тебе нужно решить задачи захвата Донецкой области, куда-то надо деть украинцев. Значит, чтобы их деть, единственный разумный вариант на сегодня – это действительно угрожать территории Беларуси. Что это может быть по моей уже оценке? Не таксисты. Ссылка на меня лично. Могут быть отдельные диверсионно-разведывательные группы. Отдельно залеты дронов там, в ПИВИ по пограничникам, по прилежащим селам каким-то и так далее. В общем, задача создать цепь инцидентов, провокаций, которые действительно заставят снять часть сил или часть резервов не добросить на фронт, а отправить на прикрытие белорусской границы, потому что мы не можем игнорировать это, если будут нападать, убивать и так далее. Теперь смотрите, Зеленскому это вот такой кусок масла на маленький бутерброд с Миндичгейтом. Сразу можно отвлечь, сразу можно сказать, что вот смотрите, я лично проверяю, езжу и так далее, и так далее. И он сознательно идет на обострение, потому что пригласить Тихановскую сюда, отказать Лукашенко, это не что иное, как обострение. Теперь вопрос, зачем ему обострение? Представим себе, что он идеально разумный политик, как он любит позировать в роли Черчилля, или кто, с кем там его сравнил, Тимоти Снайдер, или кто. Это, могло бы означать, что он создает переговорную позицию. То есть, он, по сути, посылает Лукашенко сигнал. На самом деле, я готов говорить с тобой, но если ты дальше будешь так плохо себя вести, угрожать Украине, то я начну поддерживать белорусскую оппозицию максимально, всем силам украинского государства. Он не готов говорить. Это может быть создание горочки. Зеленский очень любит это, в очень его стиле, закрутить ставки максимально, а потом снисходительно простить. Второе, история с московским парадом только что была такая. Угрожали, в последний момент отменили. Вот буквально как под копирку. Это вообще очень его стиль. Второй момент. Это может быть созданием реальных предпосылок для делегитимизации Лукашенко и переходу к поддержке там, белорусской оппозиции с опорой, например, на некоторые государства Евросоюза. Там же очень густой клубок замешан, потому что Европа хочет по-своему договориться с Лукашенко, Штаты хотят по-своему, крутятся вокруг Калия, там эта история и так далее. В чем нюанс? Нюанс в том, что Китай имеет в Беларуси влияние не сильно меньше, чем Путин. Китай категорически против втягивания Беларуси в войну и категорически против применения ядерного оружия, даже не разговоров не вести. Вот на фоне этого Лукашенко вынужден предпринимать какие-то действия. Соответственно, я думаю, что для уступок Путину он показал этот ролик с ядерным оружием. Сказал, ты видишь, я в процессе. Для того, если принять версию, что версия про то, что Путин просит его применить ядерное оружие, или хотя бы просит угрожать ядерным оружием реально. Второе, он показывает Зеленскому, смотри, на самом деле я готов договориться. Это уже для китайцев, для европейцев и для Штатов. Я вменяемый, я не слушаю Путина, или вы меня поймите и так далее. Потом ему звонит Макрон от Евросоюза, считайте, от Франции, и предлагает еще вариант выхода из ситуации. Как бы, да, покажи, что ты договороспособен, покажи, что ты переговороспособен и прочее, прочее. Так или иначе, все крутится вокруг фигуры Лукашенко и его решений. Что делает Зеленский? Он пытается делегитимизировать Лукашенко. Ну, Тихановская, как он считает, законно избранный президент, приезжает. Способствует ли это взаимопониманию с Лукашенко? Но только в одном варианте, если создается высокая переговорная планка с целью все-таки договориться. Но если такой планки нет, и нету цели, самое главное, договориться, то это просто провокация более бурной реакции со стороны Лукашенко. Вопрос, нужна ли Зеленскому война с Беларусью? Или хотя бы угрозы? Ну, очень нужна.
Я сейчас не в моральных даже категориях, а в технических рассуждаю. Что она позволяет сделать? Она позволяет начать очередную волну мобилизации. Более жесткой. 1000 километров границы с Беларусью. Вы что, хотите всерьез, чтобы захватили Ровенскую АЭС и перерезали пути снабжения с Польшей? Зашли с тыла нашей группировки, сражающейся на Востоке? Нет, товарищи, Родина в опасности, давайте все туда. Второе. Это новая волна, можно позатыкать рты политическим оппонентам, сказать, ну, смотрите, сволочи, тех все, кто призывает к миру с Беларусью, там, да, или тот самый, они же явно работают на врага, который уже собрался напасть на Киев. Третье – это ну, любые разговоры про Миндичгейт. Когда на околице Киева вот-вот заберется коварная белорусская армия. Да вы что, вместе с россиянами, вы всерьез А хотите завалить? Татаров и Малюк будут И отстреливаться от отстреливать Зебров. белорусов, да. Смотрите, в чем фишка. Что это вот ему, конечно, выгодно. Это я сейчас даже не в моральной категории повторяю, а чисто в технических. Потому что резкий хлыст мобилизации, можно набросить дела на тех, кто возражает, говорит, давайте разделим оборону Украины. И Медичгейт, как бы, и в очередной раз он спасен от коррупционного скандала и выступает защитником Отечества. Как ни крути. Поэтому мы не знаем, что инспирировало его на пригласить Тихановскую, но, скорее всего, соображения и такого рода. Вполне может быть, я его неплохо знаю. В конце концов, я был рядом 3 года, пока он такие решения принимал. Я знаю, как он работает. Он делает следующее. Он максимально задирает планку на случай, если это договорится. Получится. А если не получится договориться, то как бы иду на вы, вот такой я молодец, как бы бросаю перчатку и теперь давайте шо вы, попробуйте с нами повоевать, мы вам сейчас покажем. Параллельно он решает кучу внутриполитических задач, но для Зеленского внутриполитические задачи всегда важнее внешнеполитических. Всегда. Он использует внешнюю политику для решения внутриполитических задач. Мобилизация общества, придавить оппонентов, попозировать в роли суперлидера. Теперь смотрите, это все не означает, все это разоблачение Зеленского, что угроза нереальна, ее не будет. Беларусь совершенно реально пытаются втянуть в войну. Как ее пытаются втянуть? Все отчетливо понимают, в том числе российское командование, что заставить белорусов просто так стрелять по украинцам или там переходить границу нереально абсолютно. Лукашенко категорически этого не хочет. Европа, НАТО, позицию которых он не может не учитывать. Лукашенко против, США против, Китай против, в конце концов. Но что могут сделать россияне, как варианты технические, опять же, не моральные, а чисто технические? Они могут работать с белорусской территории, это уже казус белли. Они могут вызывать ответные удары, они могут в белорусской военной форме или под белорусским флагом пытаться работать с территорией или комбинацию этих действий. В любом случае, если они вызывают ответные удары, а мы заметим вскользь, что Зеленскому выгодно нанести ответный удар. Это будет хорошо воспринято в обществе, это там создаст еще один фронт, бла-бла-бла, еще одну мобилизацию. И тогда белорусы не могут не отвечать. Представьте себе разрушенные белорусские предприятия, нанесены удары по воинским частям белорусским, по центрам принятия решений. Естественно, они будут отвечать. И вот закрутилась вся эта история. Что бы я сделал? Я бы сделал все максимально для эскалации. Потому что мы не можем себе... Деэскалации, вернее, да. Мы не можем позволить себе белорусский фронт, и вообще даже не технически. Мы не можем позволить себе воевать с белорусским народом. Оставлять в памяти белорусского украинского народа то, что мы воевали еще и с ним. Это очень нехорошее дело для всей будущей истории совместных стран. Мы соседи, наиболее близкие соседи, нам никуда не деться. Вы знаете, я последовательный противник войны с российским народом, но если уже воюем, то уже деваться некуда. Тут воюем, но сделать все, чтобы с Беларусью не воевали, это категорическое требование сегодняшнего дня. Нюанс в том, что несмотря на звонки Макрона, Си Цзиньпиня и Трампа, там, допустим, условно, Путину и Зеленскому выгодно, чтобы война с Беларусью началась. И они вполне могут это сделать так, что война начнется. Ну, или как война до какой-то степени, там, на уровне хотя бы отдельных там, провокаций приграничных и так далее. Более того, до какой-то степени я считаю это неизбежным, потому что вопрос только в степени. Будет это 3 человека ДРГ или 2 дрона, там, пусть даже 20 раз подряд, или там батальоны и роты начнут ходить туда-сюда, как в Сумской, например. Потому что у россиян критическая задача убрать какую-то часть сил с фронта на белорусскую границу или не допустить резервы, которые худо-бедно мы там какие-то накопили, пусть даже очень немного. А для Зеленского критическая задача – новая волна мобилизации и отвода от скандала коррупционного очередного или его дальнейшая реализация.
Алексей Николаевич, сегодня МИД Российской Федерации сделал анонс о том, что они будут бить по Киеву. Я хочу, чтобы эту историю мы, оттолкнувшись от белорусских вот этих всех, скажем так, ам, фанфаронства вот этого, да, с Мгм. украинской стороны, чтобы мы от него оттолкнулись и, собственно, вот посмотрели вот немножко под другим ракурсом на вот этот анонс. Значит, удар по Киеву. Самый жестокий, самый такой, что летело все, попали, уничтожили Зеленский со скорбным видом, говорит, вот, спалили рынок, сожгли этот квадрат, там возле Лукьяновки, да, там, скажем так, там в этой Лукьяновке пыль столбом в вестибюле, в общем, задержали движение, не останавливаются там поезда, сейчас уже вроде восстановили, потому что удар был такой очень мощный. 85 человек пострадало, 2 погибших. Даже при не таких больших ударах, собственно, этот показатель был выше. Но важно не количество. Да? Хотя россияне же смотрят и слушают, и говорят Минобороны, им официально, их Минобороны, что это типа удар возмездия. Но как-то так с пожертвам не соотносится. Раз. Во-вторых, да, все там апокалипсис, все в дыму, так это что, и все? Да, аж дальше что? И МИД делает заявление, что, в общем, будет и дальше. Почему белорусский фактор здесь очень важен? Потому что сделать Киев непригодным для жизни гораздо легче. Вот просто вот так с территории Беларуси мы понимаем, почему даже там обычные там РСЗО долетают. В общем, все долетает до Киева. И Киев реально под угрозой вот этого всего. Плюс Орешник, который оценили как-то так по-разному, разные толкователи военных снов одной и другой стороны. Но все сошлись на том, что, подождите, использовать орешник. Я даже встречал аналитику, что он как-то не так летит. Вот они видят видео, не так летит. Сегодня вообще запустили Дезу или Правду, потом прикрыли, официально опровергли с украинской стороны, что 2 было орешника. Один вот по Белой Церкви, а второй в Донецкой области упал там на неподконтрольной территории. То есть орешник уже становится, как само собой разумеющийся в этом воздушном противостоянии. Что ждет Киев, как вам кажется, и как вы оцените вот этот вот прошлый удар Смотрите, позапрошлой ночью? есть очень высокая вероятность, что Киев будут делать непригодным для жизни. Я объясню логику. Смотрите, серьезных изменений до сентября, серьезные изменения действия по получению существенного преимущества со стороны россиян до сентября очень ограничены по возможностям. Мобилизацию не проведешь, иначе выборы посыпятся в Думу. А наличными силами ты не сдвинешь фронт. Он, конечно, будет куда-то двигаться, но это по миллиметру в час там, и так далее. Но прорывов, там, серьезных захватов, то есть предъявить российскому народу очередной захваченный украинский город будет сложновато до сентября. Не совсем невозможно. Константиновку, например, могут взять, там, да, Лиман, но тяжело. Неизвестно. Это то, что нельзя планировать. Там, захватят город, не захватят и так далее. Какие результаты? Тем не менее, в России горят НПЗ, в России бьют по Москве и так далее, и так далее. Надо что-то предъявлять в ответ. Что? Что предъявлять за Туапсе, что предъявлять за Москву и так далее. Понятно, что идеальное предъявление, в том числе на фоне выборов в Госдуму, низовому электорату скормить, смотрите, как мы уже хохлам задали. Правильно. И заметьте, для пропаганды очень выгодно заявить следующее, что и хорошо, что соотношение потерь разное, потому что они бьют по нашим детям в колледже педагогическом, а мы бьем только по военным и промышленным объектам. Мы не бьем по гражданским. Но за скобками остается гибель 24 гражданских в Киеве накануне, когда прилетело и там снесло целый подъезд. Но это в значительной степени потери мирных жителей, это дело случайное на самом деле, в значительной степени с обеих сторон. И не потому, что все такие гуманные, а потому что не тратят на мирных жителей. Ни мы, ни они не тратят вооружение, военную технику. Бьют всегда по военным объектам. Или когда думают, что там военный объект и так далее. И так далее. Поэтому... А вот скормить низовому, особенно такому вот очень простому рату массовые страдания хохлов, там, либо Киев весь в дыму, это выгодная история.
Потому что, смотрите, мы лупим по столице безнаказанно за то, что они там нам лупят, пытались ударить по Москве и лупят по Туапсе. Это можно скорбить. Это чисто пропагандистская история. Почему? Потому что ВПК украинский в значительной степени распределен, вылавливать его там, убивать. Какие-то потери можно нанести, конечно, но всерьез прекратить поток БПЛА, летящих на Россию, практически нерешаемая задача. Центры управления давно распределены и тщательно замаскированы и охраняются. Узнать, конечно, тоже можно, но, например, положить... Они сегодня влупили по командованию сухопутных войск на Лукьяновке, но вчера ночью, вернее, но там же нет уже никого, кроме сторожей, давно. С самого начала войны. Все это уехало, находится в других местах, распределено и так далее, и так далее. Они ударили по заводу, опять же, на Лукьяновке, по заводу Артема. Там давно уже нет никакого производства. В том числе, потому что часть предыдущих прилетов были удачные, когда производство еще оставалось и так далее. Поэтому, удачные для россиян, я имею в виду, чисто в техническом отношении. Поэтому я расцениваю вот эту попытку погасить Киев, которая, скорее всего, будет как чисто пропагандистскую для внутренней российской аудитории. И от этого, в частности, отвечает нам на вопрос, а почему они не жалеют денег. Ведь совокупный удар по Киеву под $1 миллиард стоил с ничтожными результатами. Чисто военными, и даже если мерить мирными жителями, как утверждает украинская пропаганда, это специально, чтобы поубивать мирных жителей, часть пропаганды наша утверждает такая, это не так. Если двух мирных жителей, сколько погибших? Двое было на утро? Ну, официально, да. Официально двое. То это значит по 500 миллионов на человека. Ну, дороговато. А, а вот решать ситуацию тупиковости войны в глазах россиян, да еще когда Россия каждый день под ударами сама, и разрушен российский или разрушается российский общественный договор, который Путин негласно заключил с россиянами. Я воюю, у нас движуха у элит и у добровольцев, а вы живете не замечая, теперь они под ударами. Нужно что-то давать в ответ. Защитить он всерьез их не может. Россия слишком большая, никакого ПВО не хватит, чтобы защитить от воздушных атак любой страны. Даже если бы, я не знаю, кто, Эфиопия запускала дроны. Значит, нужно скормить что-то в ответ. Пропаганда российская должна скормить. Что она может скормить? Массовые страдания украинского населения в крупных городах и горящую столицу. Вот это то, на чем можно проехать до выборов в Госдуму. С моей точки зрения. Поэтому чисто пропагандистские вещи, но, увы, ах, это означает, что они будут стараться причинить массовые страдания мирному населению и сделать горящую столицу. Как можно причинить массовые страдания? Это канализация и водоснабжение. В первую очередь. Непроверенная информация до сих пор я лично не знаю. Били по Бортничем, не били по станции, фактически очистки, да, для всего Киева. Единственный. Потому что Киев находится в интересном положении. У него несколько источников воды, и положить их будет очень сложно. Ну, причинить проблемы можно, но выбить совсем сложновато. Город, который стоит на реке. А вот станция очистки, канализация одна. А если ее выбить, то это катастрофа для многомиллионного города. И тем более летом, потому что он фактически становится нежилым с перспективой очень серьезных массовых эпидемий. Вот это будет история. Пойдут ли они на это, неизвестно. Но я хочу сразу сказать, что, по моему мнению, подобные попытки вполне могут быть. Иначе им никак не протянуть июнь, июль, август. Фактически избирательную кампанию в Госдуму. Им нужно показывать картинку в ответ на горящую Россию от ударов украинских беспилотников. И предъявить им нечего. Если бы они могли взять город на фронте, они бы могли бы этого избежать. Они показали бы, что пока подлые киевские наймиты бьют по нашей нефтепереработке, мы не города берем. Это да. Но поскольку они взять не могут, а взять они не могут, потому что у них нехватка личного состава, то остается только горящий Киев. И не только Киев. Поэтому я оцениваю вероятность попытку сделать Киев нежилым как очень высокую. И к заявлениям МИДа российского отнесся бы с максимальной серьезностью, что, впрочем, советуют и даже официальные украинские власти сделать. Отнестись серьезно. Удар орешником. Куда били? Куда Удар попали? орешником. Не знаю, было ли два удара. Там попало ли там на Донецкий Сибавату, как там рассказывают. Но мы знаем, что был один точно. Он прилетел в Белую Церковь. Не в самой Белой Церкви. Даже вопрос, вероятно, вокруг кого отклонения. То есть, насколько отклонился этот как бы головы, летящие в определенный эллипс, они должны попасть. Вот. Так вот, на что, по идее, должен был накрыть этот эллипс? В Белой Церкви нет ничего что достойного целей Орешника. Вообще у Орешника в обычном снаряжении в принципе нет целей. Это заведомо ракета, предназначенная для применения ядерного оружия и прорыва глубоко эшелонированной противоракетной обороны методом ее перенасыщения. 36 голов вылетает. Хорошо, даже супер там ПРО сбило 18.
18 ядерных голов прилетело, мало не покажется. А в неядерном варианте они дают эквивалент взрыва, ну, в зависимости от почвы, в которую они попали и так далее, от 80 до хорошо 500 килограмм взрывчатки. Это очень мало на самом деле. И если бы, например, в этом гаражном кооперативе, либо где-то в Белой Церкви было, например, распределенное отверточное производство дронов, центр управления дронов, туда надо было засадить 30 шахедов, но не точно применять орешник, который стоит бешеные деньги и который находится в единицах у России на вооружении. То есть это там до десятка, считает украинская разведка сейчас. Поэтому мое мнение, мое предположение, гипотеза на сегодня, что, по крайней мере, один этот орешник летел в Киев. Буквально в Киев. Но не долетел и попал в Белую Церковь. По сумме причин. Если принять версию, допустить, что их было два, и один свалился вообще над Донецком, то тогда неудивительно, что второй не очень попал по Киеву. Я не говорю, что это правда. Я говорю, что мы можем рассмотреть эту версию. В случае, если их действительно было два, то тогда получается, что проблемы с наведением какие-то были в этот день у них. Но зная по применению по Львову, они промахнулись. Мы знаем первое применение по Днепру. Они попали частично по цели, по которой целились. С точностью по первым двум, по Львовскому и Днепропетровскому или Днепровскому попаданиям, с точностью у орешника не очень, прямо скажем. Кроме того, не забываем, что это сырой комплекс, где конструкционно решена очень сложная задача, которую вообще считали на Западе нерешаемой. Как сделать так, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета била на дальность 6,5. Потому что это надо убрать одну ступень у стандартной ракеты до этого. Она по траектории не очень укладывается. В общем, там начинается глубокая физика. Это считалось сложной или практически нерешаемой в техническом отношении задачей. Российские конструкторы ее решили, но, видимо, не без огрехов. Видимо, промахиваются. Но, повторюсь, орешник скорее пропагандистское оружие. И вторая задача, его цель устрашение. С одной стороны противника, с другой стороны одухотворение. И вторая история – это, если он в обычном варианте, не в ядерном. И вторая история – это летные испытания, конечно же. Потому что если вы создали новое сырое оружие, то иногда им надо популять, чтобы тут живая война. В том числе есть противоракетные комплексы. В том числе системы раннего предупреждения со стороны НАТО. И они, которые передаются Украине, фактически испытаниям в боевых условиях де-факто. И в российской стороне, конечно, выгодно это проверить. Плюс пропагандистский эффект. Проблема в том, что пропагандистский эффект размывается от орешника. От орешника в обычном варианте. Он промахивается 4-й раз. Ну, если считать, что был. Если не было падения на Донецк, то тогда 3 раза. Днепр, Белая Церковь и Львов. Второе. Разрушения, ну, сказать, что они катастрофические, там ошеломляют и пугают, тоже не скажешь. Да, это серьезное разрушение. Это прилетела вольфрамовая голова, там закопалась. Эквивалент там, да, удара и так далее, и так далее. Но обычная баллистика, попадая в то же место, больше разрушения причиняет с взрывчаткой, которая баллистика и так далее. И эффект размывается пропагандистский, они здесь теряют. Другое дело, что если они его еще раз применят, и он попадет по центру Киева, там, конечно, мало не покажется. Но пока все 3 или 4 случая, которые были, скорее заставляют скептически относиться к орешнику и мемы порождать. В общем, вы помните, какие ожидания были от первого орешника? Ну, апокалипсис просто ожидали. Мне казалось, что это серьезное оружие, это проблемное оружие, это не та штука, от которой можно отмахнуться, но апокалипсиса не выходит. А российская пропаганда, если внимательно почитать, особенно такая низовая, которая рассчитана на чувство толпы темное, из орешника надувала там вундервафлю просто такую, что просто страшно. Супероружие. Он таковым не оказался. И потом, понимаете, это же изначально очень сомнительная идея испытывать носитель ядерного оружия в варианте инерционных головок, которые без взрывчатки. Просто металлическая башка. Летит металлический брусок. Поэтому летные испытания, да, средства пропаганды, да, слегка подразмытые. Серьезная опасность – нет. Опасность, ну, считать ее серьезной, особенно в сравнении, сколько было накручено, я бы не стал. Хотя, конечно, если он попадет по мирным кварталам, мало не покажется. Ну, то есть вы отметаете тот факт, что, ну, или то, что сообщают, что там на самом деле только зацепило этот гаражный кооператив, а на самом деле били по рядышком вот этому заводу авиаремонтному, там взлетная Может быть, полоса. я не исключаю, что били по ремонтному заводу, взлетная полоса, и, возможно, допускаю, что там производили дроны, которые потом летят на Россию и так далее, и так далее. Но тут же история какая? Ну,
Нет, ну проблема, что нам, Мы- смотрите, вот вы говорите, там 3 раза промахнулся, ну там 4, не знаю. Ну, Украина опровергает, что было 2 официально, то есть, да, ну, а все как бы Смотрите, публикуют. два я знаю, данные по двум я знаю точно наверняка. По Днепру и по Львову, что было. Было не очень, прямо Ну скажем. так а почему нам не рассказали? У меня такое ощущение, что если было А, бы не очень, нам бы рассказали, Нет, приукрасили и смотрите, потому что рассказывали про Томика Ленина, помните, в Львовской любой, области? любая конкретика в этом случае – это передача данных противнику, да, из которой он может сделать какие-то выводы. Да, и во время войны, конечно, никто не станет этого делать. Представим себе, что они били по этому летному полю, и били, которые действительно есть в Белой церкви, и били по военному производству, по авиазаводу, который действительно там есть. Я садился на это летное поле, когда летал в Киевской области на своем маленьком симпатичном самолетике, экзамен сдавал. Вот. Так вот, что я хочу сказать, что и с него, я к чему говорю, с него вполне можно запускать дроны, там, например, которые разгоняются там, и так далее, ремонтировать и прочее, прочее. Но, во-первых, насколько они попали. Во-вторых, эффективность подобных налетов, она измеряется количеством дронов, которые летят на Россию. Если мы увидим большие перерывы между ударами нашими, либо существенное снижение количества, или какой-то номенклатуры, мы можем говорить, что российские удары частично достигли цели. Но я думаю, что этого не произойдет. Потому что украинское военное производство носит очень сильно распределенный характер. И значительная часть его распределения находится вообще вне пределов Украины. А конкретно в странах Европы. Поэтому мы давно уже очень плотно кооперируемся военно-промышленным комплексом с странами Евросоюза. Основательно. Это уже промышленное производство, это уже не эксперимент. Поэтому вопрос, насколько вообще такие удары способны всерьез повлиять на нашу способность наносить ответные удары по России. Мой ответ, мое предположение на сегодня, оно может измениться, что российские удары носят в основном пропагандистский характер на сегодня. Они, конечно, целятся по военным целям, конечно, хотят снизить и так далее, но эффективность подобных ударов, особенно если мерить, они даже куда-то попадают, я уверен. Но если измерить цена-эффективность, то она им не там надо было бы сосредоточить эти удары, а где, я не скажу, вот чтобы мне помогать. Как-то так. Это мое мнение на сегодня, я подчеркиваю. Значит, что сегодня же Зеленский, значит, ну, вообще 2 слова нужно добавить для того, чтобы быть максимально объективным, да, вот сегодня это Игнат повторил в эфире телемарафона спикера воздушных сил. Вы когда говорите о том, что вот там передавать, в общем, сообщать что-то, передавать там противнику эти данные. Слушайте, Игнат говорит, россияне знают, сколько у нас противоракет. Вот в принципе. Они Да, в да. курсе. Ну, то есть, если они знают, сколько у нас противоракет, то, наверное, правда, откуда им знать, куда они попали? Первый, второй, Они, третий раз орешником. они, безусловно, знают, куда они попали. Но, смотрите, это же как это... Они знают, а нам-то помогать им зачем? Такие вещи складываются... Что такое разведка? Она складывается из данных, которые, ну, никогда не знаешь, как сработают. Напоминаю, что Бен Ладена вычислили по одной из версий по стенке цены, вернее, по цементу на стене, который был за его спиной. Это очень длительная работа, она потребовала около 1,5 лет, но все цепочки были установлены и постепенно свели. То есть они отсекли несколько веток возможного его пребывания только на основе цемента за спиной. Поэтому это такая себе история. Могу вам сказать, что, например, от угла падения солнечных людей довольно точно, с точностью до сотен метров определяется точка записи. Просто от падения солнечных лучей. Это не великая математика, и ты никогда не знаешь, какую картинку ты, чем ты сдашь себя противнику, какие данные подбросишь. Поэтому принцип очень простой. Вообще ничего не сообщать. Они скрывают не потому, что там были страшный ущерб, а нам стыдно. Ну, хотя и это было бы логично в ходе войны. Но из того, что знаю я по 2 ударам, ну, они не очень попали. Прямо Мгм. скажем. Попали, Значит, но не очень. по поводу внутренней политики. Сейчас по поводу мобилизации, которая так нужна Зеленскому. То есть ему нужны удары, потому что нужна мобилизация еще больше, деньги от его... Не-не-не, давайте так. Мобилизация нужна и Украине тоже, а Зеленскому нужно удержание власти. А мобилизация – это один из способов это сделать. Да, ну то Мобилизация есть общества. такая логическая, да, цепочка. То есть мобилизация... Тут же очень такой понятный был пост Медведева, да, который после удара Орешником, после удара по Киеву был. Там, похоже, в России отдают отчет
себе о том, что подобные удары с горящей там столицей, конечно, сплочают. Куда деваться? Будут тянуться к действующей власти. Но Да. не бить нельзя, поэтому будут бить еще сильнее. Ну, вот Да, такая... я все время хочу им задать вопрос, зачем вы в который раз спасаете Зеленского от коррупционного скандала в очередной раз? Ну, сделайте паузу уже, дайте сработать медички. Но нет, они раз за разом его ретуют. Сегодня встречался Зеленский со слугами народа. Значит, странная информация оттуда. Вообще говорили так обо всем, ни о чем. Ну, в общем, он сказал, что есть надежда на то, что горячая фаза войны закончится до ноября этого года. Значит, по данным вот этих, да, пересказов, Зеленский заявил, что у украинской стороны есть понимание того, как достичь соответствующего соглашения с россияном. Пишет это вот товарищ Железняк, народный депутат, он косвенно тоже подтверждает это заявление. На встрече с депутатами Зеленский в очередной раз назвал очередную дату теоретического окончания войны. Я думал ее написать, но учитывая, что на каждой встрече это звучало по-разному и каждый раз не соответствовало действительности, то нет никакого смысла. Правда нет смысла сейчас говорить о дате завершения войны? Нет, смысла нет, потому что, скорее всего, расчеты гласят такие, что если на сегодня мы вынесли 10% российской нефтепереработки, условно, то к ноябрю мы вынесем 30%, а это будет критически, и Россия будет вынуждена пойти на уступки. Скорее всего, главный расчет там именно такой. Вот, поэтому ну, вот насколько серьезно подобное предположение, насколько оно будет быть основательным для того, чтобы на нем строить направление государственной политики, ну, это можно поспорить, мягко скажем, поспорить. Но, скорее всего, расчет, да, сократить нефтянку до такой степени, что для России это станет критическим, и они вынуждены будут пойти на уступки. Уступки в данном случае – это заморозка по линии фронта, отказ от Донецкой области. Расчет, видимо, такой, что не отдадим Донецкую, нанесем соответствующие потери, плюс положим нефтянку, плюс наверняка расчет на какую-то внешнюю политику, посмотрим на какую, и закрываем тему. Россияне будут вынуждены пойти на уступки. Это расчет. Как оно в жизни будет, мы посмотрим. Тема переговорщика от Европы. Шарахаются от Меркель, там, Каллас. Сегодня вот Ступ, да, говорит, я могу, но... Ну, Ступ уже несколько раз такое говорил, да. У меня, говорит, в свежем его варианте, я могу, но у меня есть условия, чтобы прекратили огонь. Получается, вроде как и можно обсудить было бы с вами Стуба, как переговорщика, но огонь-то никто не прекращает. Ну, потому что он хочет сразу зайти в сильные позиции. Смотрите, только из-за факта моего выдвижения уже огонь прекратился. А трек, где он переговаривался, а ничего не получилось, ну, мы по Макрону уже видели. Макрон спустил свой внешнеполитический, да и внутриполитический капитал практически в ноль. Или там в какой-то невнятный минимум, только из-за того, что он очень пытался быть модератором и ничего не добился. Более того, американцы вышли из переговоров. Почему? Что они хотят дальше тратить свой капитал. Рубио прямо заявил, ребята, они не хотят мириться, а мы не хотим при этом участвовать. Как бы, да, чего их уговаривать, это только растрата нашего капитала, как людей, которые предпринимают усилия год и ничего практически не добились. Не хотим дальше терять, по сути, то, что он заявил. Ну, вот Струп поглядел на все эти усилия и говорит, не-не, давайте я сразу с ноги зайду. Когда у меня прекратили по факту мои явки, прекратили стрелять. Это абсолютно несерьезно. Считайте, что он деликатно отказался. Или не деликатно. С подвывертом. Какое место Европа должна занять за столом переговоров? В США, видите, как говорят, ну, динамика будет, тогда вернемся к трехстороннему формату. Получается, переговоров сейчас официально нет. Европа должна занять то место, которое соответствует основным спонсорам войны с украинской стороны. Потому что вся война сегодня, все финансирование, закупка вооружений, это ВПК и все остальные виды помощи, большей частью, да, принадлежат Европе. То есть, если они являются основной коалицией государств, поддерживающих Украине в этой войне, то ясно, что у них должна быть серьезная доля в переговорах. Степень серьезности можно обсуждать. Но точно это не может быть рядовая, посредническая и так далее. Это люди, от которых зависит вообще способность Украины сопротивляться на сегодня. Говорят, ну, по крайней мере, сегодня сообщил глава миграционной службы Украины, что Европа постепенно готовится возвращать украинцев домой. Науменко Наталья говорит, в странах ЕС сейчас очень много говорят о возвращении граждан Украины. Уехать из Германии, которая вводит определенные ограничения, в Чехию уже не получится, поэтому, как говорится, украинец вперед.
Нет, смотрите, там очень много неправомерного накручено. Что делают официальные украинские голоса в отношении положения украинцев в Европе? Они создают такую ситуацию, что вот раз Зеленский принял решение, чтобы все вернулись, значит, вы все равно вернетесь. Я договорился с Мерцем, я договорился вообще со всем с Евросоюзом, они вас будут возвращать. Что реально происходит? По 4 марта 1927 года все украинцы, находящиеся в Европе, находятся под программами временной защиты. Раз. До этого им ничего не грозит вообще. Ни украинским мужчинам, как они рассказывают, ни мужчинам призывного возраста и так далее. Ничего вообще. Более того, те, кто сейчас приезжает, вполне может получить эту защиту, хотя уже меньше года осталось. Все это все еще работает. Более того, недавно Евросоюз опубликовал, что до 28 года они считают, будет идти война, а это значит, что защита будет продлена практически автоматически. Напоминаю, что Британия уже продлила до 28 года еще в прошлом году. Всем украинцам свою программу временной защиты, вот так вот сходу, раз до 28-го, и все, на год старше, чем Европа. Но в Европе действительно принято решение, это нужно четко отдавать отчет, что все те, кто не сможет легализоваться официально в странах, их будут просить выехать, покинуть территорию Евросоюза. Внимание, это не означает ехать в Украину. Вы можете выжить в третье государство, единственное, что нужно европейцам, да, в данном случае, что вы покинули территорию Евросоюза. А это означает, что украинцы, которые не умудрились пойти на работу, начать платить налоги и так далее, вступить в официальные отношения с государством Евросоюза, где они являются не балластом, который просто сидит на соцпомощи, либо они находятся нелегально, их действительно будут просить покинуть территорию Евросоюза. Те, кто умудрился стать предпринимателями, пойти на официальную работу и так далее, им ничего не грозит. Это фундаментальное решение, принятое Евросоюзом. Все спекуляции на тему мужчин призывного возраста. Там просто украинцев будем выдавливать, это спекуляция. Или непременно выдавливать в Украину, это главная спекуляция. Чего не договаривают эти деятели, которые грозят украинцам, находящимся в Евросоюзе, что Евросоюз не требует возвращения в Украину. Если это где-то звучит в словах европейских политиков, то это просто нечистоплотные заявления. Как бы, да, они заигрывают со своими избирателями. Обычно это обостряется, когда начинают планировать финансовый год и выплаты на украинских беженцев. Далеко не во всех странах они есть, но в богатых есть, в частности, в той же Германии. Смотрите, в августе, в сентябре эти разговоры обострятся максимально. Или когда выборы, например, местные, муниципальные и так далее, тоже этой темой всегда спекулируют. А поскольку выборы в Евросоюзе так или иначе все время, то есть то там из каких-то там громкоговорителей слышно, как грозятся выселить украинцев. Это неправда. Кого уже высылают? Такие случаи действительно есть. Это те, кто нарушает, либо нелегально находится в Евросоюзе, вообще нелегально, то есть не получил никакого статуса, даже статуса временной защиты, либо те, кто нарушает законы ЕС системно. Например, ты нарушил, не штраф за парковку не заплатил, хотя это тоже нарушение, как бы лучше заплатить, но, например, уголовное право нарушаешь и так далее. И то это суд, то все. В любом случае, такие вопросы решаются через суд. И если кто-то из украинцев с этим столкнулся, я рекомендую идти в суд. Если суд европейский признает, что у вас тут жизненные интересы, например, ваши родственники, то вас, скорее всего, оставят в государстве ЕС, даже если вы нарушили закон и прочее, прочее. То же самое, чем они спекулируют? Они спекулируют тем сегодняшнее заявление, что кто нелегально нарушил границу Евросоюза. Да. Смотрите, нелегально нарушил границу Евросоюза и скрываешься, тогда ты просто преступник. Но если ты нелегально нарушил границу Евросоюза, переплыл ту же Тису, как бы, да, но явился потом в центр беженцев, сказал, я сбежал от войны или произвола украинских властей, то тебя заставят заплатить административный штраф, и таким образом правонарушение считается закрытым, оно даже не является уголовным. И дальше ты получаешь защиту или легализуешься иным методом. Поэтому, да, Евросоюз имеет свою программу ограничения незаконного пребывания в Евросоюзе. Она действует уже в случае, если ты нарушаешь закон в Европе, но это везде, это по отношению к европейцам, например, действует. Европейцы сплошь и рядом это нарушают. Ну, к примеру, если гражданин Франции поедет в Германию на срок больше 90 дней, он вынужден там регистрироваться. То есть он не может просто так жить. Это все нарушают, но по закону он обязан зарегистрироваться, не только украинцы. А второе, это спекулируют тем, что непременно будут высылать в Украину. Вы можете уехать в США, на Филиппины, в Японию, еще куда-то, если вас высылают из Евросоюза. А гораздо проще легализоваться, пойти на работу, либо стать предпринимателем, что большинство украинцев и делают. Поэтому мне очень не нравится, что чиновники украинские, которые должны успокаивать украинцев, они шантажируют украинцев, да еще со ссылками на европейскую сторону, прямо искажают
либо домысливая слова европейских чиновников и решения, которые они предпринимают. Поэтому я пользуюсь счастливым случаем разоблачить эту пропаганду, которая практически направлена против своих граждан. Да еще с использованием третьей стороны. Нехорошо. Ну, вы как разоблачитель пропаганды, очень интересная, Центр очень интересная противодействия сегодня новость пропаганде. пришла. Да. Именно по вашему аккаунту в Мгм. ТикТок. Заблокировали. Знаете, отчитались. Смотрите, да, давайте, значит, по порядку. Это очень интересная история. По поводу моего канала в ТикТок. Он действительно есть у меня в ссылках в разных соцсетях. Я его сейчас убрал, потому что у меня раньше был канал в ТикТок, но я его забил на него года 3 назад, хороших, если не 2. Ну, где-то какие-то такие сроки, и давно уже не веду. А клоны моих каналов стараются создавать везде. Они есть в Ютубе, есть во всех соцсетях, в том числе в ТикТоке. И вот кто-то, они отчитали, что они заблокировали мой канал, а заблокирован вот этот канал, который, в основном нарезает мои видео от моего имени и так далее, и позирует вообще в качестве моего официального канала. За что я им очень благодарен, потому что они убивают пиратов, которые паразитируют на моем имени. С другой стороны, я очень рад, что есть пираты, потому что чем больше меня показывают, пусть даже не я, тем лучше. Так что так и так. Но суть не в этом. Суть вся история с ЦПД. Что такое ЦПД, чтобы вы понимали? Значит, когда-то в 2020 году просят меня подойти Ермак, зайти к нему. Я захожу, он говорит, давай откроем Центр противодействия дезинформации. И ты, как отличный дезинформатор и противодезинформатор, его возглавишь. Я говорю, я не хочу. Потому что я хочу оставаться за штатом, вести свою школу и так далее. А так я буду на госдолжности. Там уже буду в штате, это какая-то там долбаная зарплата смешная по сравнению там, с моими реальными заработками, моими, которые я сам себе зарабатываю. Оно меня очень сильно ограничит, да и вообще нафига нужен, говорит, этот Центр противодействия дезинформации. Информационных органов в Украине на тот момент было 28, занимавшихся информационной борьбой. Услышьте меня, 28. Вот он и будет его координировать. Я говорю, так мы их и так прекрасно координируем. Я координирую, Подоляк координирует. Пожалуйста, собираем и координируем, и взаимодействуем. Вот вам чаты, и пятое, и десятое. Зачем нам формальный орган, в отношении которого нужно еще принимать что? Соответствующее законодательство и прочее. А на каком основании? Верховная Рада должна проголосовать и прочее, прочее. Потом он поерзал, вызывает меня второй раз и говорит, Алексей, нам тут американская сторона дает 46 миллионов долларов под этот центр сходу. А потом каждый год будет давать то ли 23, то ли 26. И так на меня выразительно. Я говорю, Андрей Борисович, при всем уважении к вам, давайте, хорошо, я посмотрю штатно-должностную структуру проекта этого. Они мне дают его, я начинаю смотреть, я вижу, что у начальника, у завхоза, который должен закупать скрепки и чернила, зарплата в 3 раза выше, чем у предполагаемого начальника департамента противодействия национальной безопасности в информационной сфере, угрозам и так далее. Я говорю, а как так получается, что у шефа департамента зарплата в 3 раза меньше, чем у завхоза? Наверное, потому что завхоз будет нести основные коррупционные риски по отмыванию американских бабок, которые вы будете складывать себе в карман, Андрей Борисович, говорю я ему буквально прямым текстом. Он на меня посмотрел тяжелым мутным взглядом и говорит, мы с тобой не договоримся. Я говорю, по этому вопросу точно не договоримся. И я себе пошел. Потом он еще несколько раз предлагал, может, ты передумал? Я говорю, нет, я не передумал. Или дайте я сам допишу тогда штатно-должностное расписание, выровняю. И тогда, если я сделаю вот так, как положено, я тогда готов его возглавить и послужить Украине. Естественно, этого мне никто не дал, потому что не для этого американские деньги сюда переправляли. И тут, значит, я смотрю, Полину назначили. Я не помню, как эту Полину зовут. Фамилию, вернее. Назначили Полину, и собирают всех информационщиков офиса и всех представителей этих 28 структур собирают, значит, и силовых, и гражданских собирают в офисе на совещание. И сидит Полина симпатичная, и какой-то дядя такого ларечного вида, извините, Полина молчит в тряпочку, хотя она уже назначена в центр, а дядя ларечного вида так неряшливо начинает сидеть, значит, сидящим полковником, и даже была парочка генералов. Я уже не говорю там о замминистра по информационной политике там, и прочее, такого уровня. Говорит, значит, так это будет работать. Вы нам все присылаете, значит, каждый день. Кто-то так спросил, каждый день? Он говорит, хорошо, понедельник, среда, пятница, мы там что-то обобщаем, выдаем сводку, знакомим вас с этой сводкой, рассылаем там запросы, на эти запросы надо все бросить, на эти запросы срочно ответить. Короче, вот так вот, вы понимаете, это решение кого и так далее, и так далее, и так далее. Ни одного сотрудника, кроме Полины, еще нет, никто не набран, они ставят указания существующим реально центральным органам исполнительной власти Украины. И тут представитель ГУР, один очень симпатичный генерал, говорит, следующее, скажите, пожалуйста, а на каком основании мы будем вам пересылать информацию, добытую нами?
пусть даже из открытых источников, но если она обобщена и обработана аналитически, то это уже секретно, либо совсекрет. Что ГУР меньше не занимается. Ну, или хотя бы ДСК для служебного користування, но даже это нужно. Ответьте. Ведь нет ни одного документа, который обяжет. Что я отвечу прокуратуре, когда она придет? Что я отвечу контрразведке, когда она придет меня проверять? Да, что я отвечу собственному начальнику и что я скажу своим подчиненным, на каком основании мы будем присылать? Все это будет, перебудет и так далее, и так далее. А теперь я советую всем украинским журналистам, которые нас слушают, или иностранным, или народным депутатам Украины, тому же Железняку. А вы запросите этот ЦПД, на каком основании они действуют, какое положение там, как он осуществляет координацию информационной политики, свою деятельность в области информационной политики, как он взаимодействует с другими структурами. А выслушав их внимательный ответ, разошлите в эти структуры, на которые он сошлется, и спросите, как вы взаимодействуете, на основании каких положений, каких руководящих нормообразующих документов украинских. И вы увидите, что это абсолютно Филькина контора, которая предназначена для того, чтобы фронтить, используя жаргон, этот самый, то есть служить ширмой для отмывания, разворовывания, отмывания американских денег. Стопроцентная ермаковская схема. Вот он все так строил. В уровне их профессионализма вы можете убедиться, потому что они отчитали, что запретили не мой канал, как мой, а второй этот канал благополучно работает. По крайней мере, мне радостно написали мои эти самые поклонники, которые там, или зрители. Сказали, вот, ну, у кого через VPN, у кого не через VPN, но канал, который они выдавали за мой, благополучно работает. А теперь смотрите, этот ЦПД запрещал ваш телеканал, YouTube-канал и мой YouTube-канал. Больше года назад они хвастались, что они запретили. Мы сидим и обсуждаем на своих YouTube-каналах то, как они нас запретили. Вот и все. Полина, к ее чести, очень быстро забеременела и сказала, что, вы знаете, мне как-то не до руководства это, потому что она поняла, чем там занимаются, судя по всему. Не захотела брать на себя ответственность за разворовывание денег американских налогоплательщиков. А потом кто там? Лейтенант Коваленко, большого, видимо, ума мужчина, согласится его возглавить и возглавляет до сих пор. И вот они запретили, выдали новость о том, что они запретили. Поэтому выводы можете делать сами дальнейшие, уважаемые зрители. Но я очень сильно рекомендую народным депутатам, журналистам поинтересоваться у ЦПД, на основании каких правообразующих документов они осуществляют свою деятельность. И вопросы бюджета можете обсудить с ними тоже. Это интересно. Важный международный вопрос. Сегодня даже Зеленский, вот во время нашего эфира появилось его видеообращение. Он говорит, ну, понятно, дефицит противоракет, дефицит ПВО, ПРО, в общем, будем всех теребить и так далее, и так далее. Аль-Арабиан написали, что Иран готов отдать свой уран Китаю. И якобы, это по информации этого издания, якобы это вот пойдет туда. В своем обращении, вот это, которое вышло только что, в общем-то, прямая связь между дефицитом ПВО и событиями в Иране. Но много скепсиса, и все смотрят на то, что делает Трамп. И вот я честно вам скажу, это я увидел, это не моя как бы теория и догадка, это я подсмотрел на американских каналах, конкретно на Fox News. Эксперт раскладывал или нет? Да, по-моему, на Fox News. Ну, могу ошибаться, может, какой-то американский блогер. Короче, идет четкая раскладка, да, о том, что Трамп покажет всем типа инопланетян, и вот когда все ахнут, начнет, как говорится, добивать Иран. А сейчас Иран, да, делает вот такой ход, если верить, конечно, Аль-Арабиан, это новость последних часов, там 2, по-моему, или часа, что он отдает свой уран. То есть, если Иран отдал уран, то и бомбить его не надо. И вот эта как бы схема о том, что мы сейчас это все, как бы этот позор и эту личину, его же там очень сильно хулят. Wall Street Journal вообще написала, что Трамп предатель, он предал всех. Собственно, ну, в общем, и бомбить не нужно будет. Если не нужно бомбить, то Зеленскому получается хорошо. Ракеты сразу придут. Что думаете по поводу продолжения Ирана американского противостояния и зависимости Зеленского, его режима и Украины от этого события, этого сценария? Смотрите, отдача Ираном своего обогащенного урана Китая была предусмотрена соглашениями Трампа и Си Цзиньпиня, насколько я знаю. Не просто об этом договорились. Поэтому это можно смотреть как часть реализации соглашения. Там еще много пунктов. Вопрос, какие из них будут реализованы, какие нет. Пока ничего экстраординарного в этом нет. Это является частью договоренностей. Там много чего. Например, сворачивание поддержки Хезболлы там, и так далее, и так далее. Мы будем смотреть, как это реализуется. Но для меня ничего удивительного в этом нет, потому что
надписей на стенах, заслуживающих доверия, я увидел, что это было частью договоренности. Раз. Второй момент. Зеленскому от этого хорошо не станет, и Украине от этого хорошо не станет, потому что, ну, может быть, на какую-то часть ракет перераспределят, но это будет считанные пару десятков, там некоторое количество. Остальные государства, которые находятся у Персидского залива в постоянной угрозе возобновления войны по тому или иному поводу, потому что переговоры и договоренности крайне хрупкие. Да и, в принципе, все хотят сейчас, глядя, что в мире творится, накопить как можно больше противобаллистических средств, просто в порядке складских запасов. Никто особо Украине давать этого не будет. Скорее всего, дадут, чтобы был символический жест и совсем не оставить без защиты, особенно на фоне того, что происходит в Киеве и будет происходить. Но что нас завалят там дешевыми ракетами в количестве, или даже дорогими ракетами в количестве 100 штук, или там сотня штук, такого не будет. И все это прекрасно знают. И мы знаем, и россияне знают, и арабы знают, и китайцы знают, и иранцы знают, и американцы знают. Поэтому как-то вот так. Будут ли реализованы все остальные договоренности с Китаем, мы будем смотреть по мере сил. Но в этом предложении ничего удивительного нет. Это инициатива Китая. Они договорились с Трампом еще при встрече в Пекине. По моей информации. Алексей Николаевич, что думаете насчет НЛО? Я думаю, что инопланетяне существуют, но те файлы вторые, которые скинули сейчас, они не удовлетворительны, потому что часть из них разоблачили. Фигура там, значит, этого воина имперского из «Звездных войн» запущена. Часть, ну, шарики, которые мы видели, красиво летают, там мгновенно ускоряются. Подача этой информации не выполняет главного требования нарастающей. То есть, если бы нам показывали какие-то вещи, которые заставляют ахать, еще более нарастающими, а нам, кстати, обещали это. Нам обещали эти заявления сенаторов, там еще там лиц, которые причастны. Вы еще ахнете, вы еще видите. Возможно, мы еще и ахнем. Но вторые файлы пока ничего серьезного не содержат. Вопрос, почему это? Либо нас постепенно приучают, чтобы это стало настолько рутинным, чтобы не вызывало реакции уже. Не было шока. Ксеношока, футорошока, там какого хотите шока. Либо это крупная ошибка. Либо, наоборот, это просто бюрократическая логика, никто ничего не делает. Сказали, файлы распечатать, они последовательно подают бюрократы. Там, например, 60 таких будет условно. 60 публикаций, ну да, на 35-й там, возможно, уже будут объятия с инопланетянами, или они к нам прямо обратятся, или там тарелочки и прочее, прочее, но пока этого точно нет, и они скорее вызывают у всех, кто заинтересован, а таких более миллиарда, они же недавно читали, что миллиард посмотрела первый этот самый. Вторые файлы, публикация вторых файлов вызвала разочарование, а те немногие люди, которые пытались сказать, ну посмотрите же, как это круто, они так скорее вызвали так слабые хлопки, жиденькие аплодисменты и скепсис в основной части. А вообще законы информационного жанра гласят, что надо по нарастающей идти. Почему они не идут по нарастающей? Можно от конспирологических версий, которые я назвал, заканчивая абсолютно бюрократическими. Вот есть файлы, они их последовательно по грифу секретности размораживают. Если там будет какие-то там эти самые. Можно, конечно, предположить, я в порядке шутки тоже люблю предположить, все версии должны быть рассмотрены, что на самом деле нам грозит чуть ли не прямая контакт с инопланетянами. Вот со дня на день нам объявят, с года на год нам объявят, что вот они мы, братья, мы такие, мы есть, и мы там туда. Но потому что все специалисты говорят, что прямая явка вот сейчас инопланетян вызовет катастрофические последствия в коллективном бессознательном, обрушение биржи, разочарование в религии, массовое самоубийство или, наоборот, массовые экзальтации. В общем, малоуправляемое состояние коллективного психического поля и толпы. Поэтому есть версия, что специально сильные мира сего, от которых зависит раскрытие этой информации, они объединились и говорят на этой теме и говорят следующее, что мы должны сделать ее настолько заезженной этой темой, настолько по миллиметру скармливать, что когда уже эти инопланетяне реально появятся или их предъявят, это уже было таким вот общим местом, чтобы никакого футоршока не вызвать. Я вполне могу допустить эту версию, потому что по всем моделированиям удар, если вот сейчас прямо вместо меня или вас появится инопланетянин, который скажет в обнимку с Трампом или Си Цзиньпинем: ребята, здравствуйте, мы вас любим, мы всегда были здесь, и предсказать последствия не может никто. А этого, конечно, все стараются избежать. Хотя бы массовое самоубийство. Зачем? Часть же верующих может самоубийством закончить. Зачем убивать людей от приятной новости, что мы не одни в галактике? Алексей Николаевич, по поводу информационных вещей. Хочу еще один вопрос задать, потом подведем итоги и перейдем к вопросам зрителей. Дугин сходил к Собчак и выдал очень интересную вещь, мысль. Он как-то в полушутку, в полускользь,
Выход в интернет надо заслужить, надо там Да. выдавать его за хорошее поведение. И вот смотрите, отключили Telegram, как-то все начали общаться, все как-то вот, в общем, по-другому как-то на мир взглянули другими глазами. Мне это напомнило, я, кстати, тоже любил, ну, в компаниях тоже приводить этот пример. Сейчас же все как, допустим, да, встретятся, все переписываются друг другу, что-то скидывают, а давайте там, а давайте сям встретимся. А раньше как? Вечер, 8 часов, у фонтана, не было мобильных Да, 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 телефонов, да. и Я еще нормально, помню. и нормально встречались, слушайте. И никто не терялся в городах без GPS, то есть все находили. Улица Ленина была в каждом городе, поэтому, в принципе, ну, там, заблудиться было сложно. А если заблудился, то ты обратился к кому-то, тебе показали, рассказали, карты были бумажные. Можно, конечно, это все списать вот на, ну, такую, да, как бы, ну, вот такую картину, которую он изобразил перед Собчак. Но зная, что, как бы, у вас с Ксенией Анатольевной свои счеты, и в контексте вот такой реакции на ограничение интернета от идеолога, ну, скажем так, современности Александра Дугина, как бы вы прокомментировали это? Она мне предлагала, кстати, диалог с Дугиным совместно. Ну, там мне с некоторых пор перестал быть интересен. Я хотел ему задать пару вопросов, но мне стали понятны ответы на эти вопросы. Смотрите, если стать на его позицию, то в чем это выражается? Что интернет – это средство массового одурманивания. Раз. Шаг. Шаг два. Он нам не принадлежит. Алгоритмы генерятся не нами. Организуется это одурманивание не нами и так далее. И для того, чтобы спасти самобытную российскую цивилизацию или любую самобытную цивилизацию, или хотя бы мозги граждан, надо ограничить взаимодействие с интернетом, который по неведомым законам, с неведомыми целями поставляет нам информацию. Раз. Кто может это делать? Это могут либо специально подготовленные люди, такие как Дугин, которые независимые, способны вычислить эти алгоритмы, степень их воздействия, глубины проникновения. И как бы они заходят на опасное поле, как врачи-эпидемиологи заходят в зараженный район. И вот они тогда могут это позволить себе. Вот это их логики. Не лишена ли логики этой позиции? Нет, абсолютно не лишена. Можно сказать, что тут все правда. Как бы, да. Но вопрос к чести Дугина, кстати, большой. Он вообще-то старается говорить правду. Просто это правда с его позиции, да, которая немного может смотреться дико с другой точки зрения. Конечно, его посмеяли, поспешили высмеять, как вот как это, цитаты, которые выхватили по поводу кокошника, там, вождения хороводов, периодически он что-то такое выдает, но это вырывается из контекста и подается, нарезается. В частности, Дугин может реагировать на это, потому что современный интернет – это царство монтажа. Вырезаются фразы, подаются и так далее. И когда ты читаешь только эту фразу, человек выглядит полным идиотом, каковым Дугин, люби его, не люби, не является 100%. Поэтому надо понимать в контексте, в логике всей этой истории его слова про ограничения. Вот что я могу сказать. Да. Он предвидит, если он говорит, что Telegram запретили, люди стали больше общаться, то он как бы намекает еще, что у живаго человеческого общения может появиться дополнительный импульс, что, кстати, не лишено. Я пару раз видел зоны массового отключения интернета, сбой в городских станциях, там, как это назвать. Люди действительно выходили массово общаться на улице, и дети играли в те же игры, что мы играли. Это выглядит очень мило. Но я считаю, что современную цивилизацию, первое, что в ней, первое, вот теперь моя позиция, что не изобрети в современной цивилизации, его будут использовать и во благо, и во зло. Второе, есть изобретение такого масштаба, отказ от которых преступление против цивилизации, несмотря на все издержки, которые несет использование во зло. Либо бездумное использование. В частности, к этому относится интернет, в частности, к этому относится искусственный интеллект, в частности, к этому относится электричество. Электричество тоже когда-то было сенсацией. Точно так же можно было стать на позицию, что электричество отбило старую добрую игру в роббер при свечах, как бы, да, посиделки с бабушкиными рассказами, устную память, которая позволяла запоминать Илиаду и Одиссею наизусть, потому что читать нельзя было и так далее. Весь этот прекрасный мир когда-то прекратился, потому что было изобретено электричество. Но ведь оно уже изобретено, с этим ничего не сделаешь. Мы уже в другой фазе. То же самое здесь. Когда-то была изобретена книга, книгопечатание ушло прочь далекое, вернее, высокое искусство написания рукописных книг. А значит, стала массовой пропагандой. Это чистейшая правда. Я всем советую заехать в музей Мартина Лютера в Виттенберге в Германии. Это лидер протестантизма, лютеранства, да, и лидер реформации. Вы посмотрите, это просто целые этажи
ротационных машин, потому что тогда только книгопечатание пошло как следует. Стало становиться массовым. И реформаторы закидывали католическую церковь и свою паству огромным количеством пропаганды и контрпропаганды. Единственная мысль, которая у меня крутилась в голове, которой я ходил на все это глядя, это была шакалы ротационных машин, потому что там буквально шакалы ротационных машин. Тонны этой литературы, 400 лет, которые 500 уже там, да, и так далее. Массово забрасывали карикатуры и так далее. Все тогда пошло в дело. Вообще все это напоминало мне Троцкого с его манерой пропагандировать. Это было изобретено еще за 300 лет, 350 лет до Троцкого. Но то же самое мы не можем отказаться сегодня от интернета, массового интернета, отказаться от искусственного интеллекта. К чему можно призывать? Можно призывать к контролю алгоритмов, чтобы они не носили разрушающий характер и не создавали эхо-комнаты. Если помните, вернее, любители могут поискать мое выступление на 1+1 в праве на Владу у Натальи Мосичук, когда я у микрофона говорил, что я предложил президенту Зеленскому, и, возможно, даже эта идея всерьез рассматривалась, мы выйдем с инициативой в ООН, президент выйдет, это было до войны еще, и скажет, а давайте гуманизируем алгоритмы, чтобы они не были таким разрушительным, потому что их разрушительное действие прямо доказано. Украина могла оказаться первой страной в мире, которая официально с трибуны ООН призвала к гуманизации алгоритмов. Это было прямое мое предложение. Миша Подоляк за него ухватился, сходил к президенту, какое-то время даже это рассматривали, но так оно и погасло. Вот это можно делать. Но призывать к запрету интернета и выдаче его по талонам, это значит попасть в петлю Стругацких. Трудно быть Богом. У них там есть такое забавное рассуждение. Почему вот сейчас серые давят ученых, да, книгачеев, тех, кто любит книжки, занимается астрономией там, и так далее. Он говорит, почему можно задавить ученых, можно срезать грамотных людей. Почему этого нельзя делать системно? Потому что тот, кто развивает науку, он развивает вооружение, технику, экономику. Значит, если ты не будешь развивать своих ученых, как бы ты их ни ненавидел и не хотел задавить, и вообще людей знания, ты проиграешь конкуренцию соседям. Они тебя растерзают, растащат на куски. И это неизбежный парадокс. Те, кто хочет уцелеть, а Россия, видимо, хочет уцелеть, и Дугин хочет сохранить уникальную цивилизацию российскую, вынужден что делать? Вынужден развивать людей, которые имеют массово имеют полноценный доступ к благам цивилизации, или благам в кавычках. И попытки регулировать интернет неизбежные, потому что он долго жил абсолютно в режиме тотальной свободы. Они были неизбежны. Они начались, но заметьте, интернет носит всемирный характер, ограничивает его правительство в своих интересах. Это заведомо обреченное на провал инициативы. Поэтому всегда должны быть какие-то эквиваленты. Ну, вот в Китае Facebook очень ограничен. Но Facebook это же не единственная сеть, доступная китайцам, правильно? И не единственная сеть, доступная людям. Кроме того, у Китая внутренний рынок 1,5 миллиарда человек, на секундочку, чего в России отнюдь не наблюдается. Поэтому есть соцсети, популярные в США и непопулярные в других местах там, и так далее. Это носит какой-то локальный, кластеризированный характер. Но попытки принципиально ограничить доступ к благам такому масштабному, это же всемирный характер носит, это значит снизить свою конкурентоспособность именно во всемирном масштабе. В этом смысле Александр Гелич, по-моему, закладывает большую мину под перспективу российской цивилизации, русской цивилизации отдельно. И здесь надо бы с ним поговорить о российской контрразведке. А что имеет в виду директор Института философии Российской академии наук, когда пытается снизить конкуренцию? Совершает действия или призывы, призванные уменьшить конкурентоспособность уникальной русской цивилизации перед лицом всемирных вызовов перед ней стоящих. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они вот такие. Значит, кому выгоднее, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины? 16% считают, что России, 23% европейцам, 24% никому не выгодно, и Зеленскому 37% ровно как бы то, что, в общем-то, вы раскладывали. Ему действительно выгодно сейчас, чтобы нечто было. Опять-таки, мы не уточняли в вопросе, какую войну, ну, то есть, там, пешеход, ну, сухопутную, там, пешки пойти куда-то, или, там, дроновую войну. Ну, вот итоги имеем такие, какие имеем. Переходим к вашим вопросам. Спасибо большое, что их оставляете. Начнем сегодня с сообщества YouTube. Вот такие опросы есть у нас для вас. Простой вопрос от Александра. По мнению Арестовича, в 2014 году был Майдан и революция гидности или антиконституционный госпереворот, который проспонсировали США? Это было сложное комплексное явление, которое организовывали не США, организовывали часть партии регионов изначально, которая конкурировала с растущим влиянием Александра Януковича
делах хозяйственных и властных в Украине. Вот. Злые языки говорят, что это Ахметов и Левочкин делали технические, но это всего лишь злые языки. Тут историкам предстоит разобраться и так далее. Ну, я уверен, что это дело из наличной у меня информации. Дело часть. Потом американцы были абсолютно ни при чем. Но американцы подхватили, и в том числе Евросоюз подхватил, и подхватило значительное количество самых разных организаций. Их на Майдане только официально было более 500. Часть из них очень жестоко конкурировала. Часть там была откровенного криминала. Вспомните деньги из сейфа Министерства экологии, которые сначала одни захватили, потом Свобода отбила, потом у Свободы отбили и так далее, и так далее. Вот, в конце концов, это закончилось кровавым месивом, которым воспользовалась Российская Федерация, а в значительной степени поспособствовала этому. Напоминаю, что медаль о захвате Крыма начинается раньше, чем Янукович сбежал из Киева. 20 февраля считают, что началась операция по освобождению Крыма. Это на официальной медали, это в их историографии, в документальном фильме, который Путин рассказывал, как он молодец, захватил Крым. А Янукович 21-го еще был вполне законным президентом, договорившийся с эмиссарами Евросоюза о том, что выборы будут в ноябре, через там какое-то количество месяцев, о том, что вот они договорились с оппозицией, мир, рай и так далее. Ну, Януковича спровоцировали, испугали, он сбежал. Потому что россиянам нужна была ситуация, когда они захватывают Крым у государства, у которого нет президента, и, соответственно, можно создать переворот. Поэтому, когда они говорят, что Майдан – это незаконный переворот, это инспирировано российской пропагандой, с моей точки зрения, искусственно смоделированная ситуация. Для того, чтобы Россия в значительной степени персональным воздействием на Януковича, для того, чтобы это выглядело как госпереворот, а их действия приобрели характер спасательной операции. Ну, а финансирование США? Финансирование США не встречал. Я знаю, что его финансировали очень много украинских бизнесменов. Сколько они там давали, не знаю. Что было? Была пропагандистская поддержка максимальная со стороны США, со стороны стран Евросоюза. Сама явка Виктории Нуланд, на секундочку, это очень мощная поддержка. Ту же самую историю мы видели с картонным протестом, когда СМИ западные стали на сторону мальчиков и девочек, державших картонки. Хотя их никто напрямую не финансировал, но они поддержали, это гораздо важнее, чем финансирование. Они идейно поддержали, Зеленского тогда впервые назвали коррупционером и диктатором, он сдал назад. То же самое мы видели, Ангела Меркель описывает в своей книге воспоминаний, когда после встречи парижской 9 декабря 2019 года, когда с Путиным договорились о деэскалации и прекращении войны де-факто, а потом 78 грантовых организаций написали письмо, что Зеленскому не смей выполнять парижские договоренности. Ну и ничего, немножко радикалов побегало в камуфляже. Поэтому каждый в Майдан вкладывал свой смысл, каждый преследовал там свои цели. А совокупно получилось то, что получилось. Госпереворота из Майдана не получилось, сразу скажу, потому что Янукович помирился с Майданом при посредниках и оставался законным президентом Украины согласно договоренности аж до ноября, где должны были провести новые выборы. Россияне спровоцировали его бегство и подали это как госпереворот, но ошиблись с датой на медали, а теперь уже никуда не было. Вот то, чем было. Кто расстреливал Майдан, кто там стрелял, это большой вопрос. По результатам Майдана было, вот что было по результатам Майдана, это была принята ошибочная концепция развития Украины, которая обошлась нам огромной кровью и обходится до сих пор. Это да. Более того, признаками ее является, просто Украина стала на ложный путь. Что очень усиливает российскую пропаганду в этом смысле. Потому что за этим замывается, что госпереворот, в результате которого, в том числе война с Россией. Но это было не так. Что было, мы видим это по одному очень интересному решению, по двум вернее. Сразу, чтобы не все последствия не перечислять, ни 2 мая в Одессе, ни Донбасс, ни нынешнюю войну. Что было? Хотя и 2 мая тоже. Смотрите. Был принят уникальный, такого не было, наверное, в мировой истории, я, по крайней мере, не знаю прецедента, может, наши зрители знают, уникальное решение, что те, кто стрелял в военнослужащих и в полицейских, сотрудников Министерства внутренних дел, они были амнистированы. То есть ты убивал полицейских, внимание, а государство тебя амнистирует. Не просто людей, полицейских при исполнении обязанностей. А полицейских поставили на колени. Навсегда зародив сотрудников внутренних дел и вообще среди силовиков глобальное недоверие к государству и ослабив его противодействие всем видам Россия должна была наградить авторов вот этого замечательного решения. Давайте поставим Беркут на колени и амнистируем участников Майдана, убивавших там полицейских. Я не знаю, я бы дал им трижды Героя России, потому что большую службу по ослаблению Украины они не могли составить. Заметьте, в 2020 году в аналогичной ситуации
Все до последнего сотрудники, там, за редким, может, исключением, сотрудники внутренних дел и госбезопасности Беларуси остались на стороне Лукашенко. Только благодаря этому куда более массовые протесты, охватившие всю страну, не увенчались успехом Беларуси. А белорусский Майдан был пошире Киевского Майдана. Ну, или там Майдана, который шел по Украине. Раз. Теперь второй момент. Потому что Лукашенко сохранил лояльность силовиков. А украинские силовики навсегда после 2 Майданов относятся к властям с огромным подозрением, что ослабляет эффективность их, особенно в случае внутренних расколов. Второе, это было безумное решение. Надо было либо тех и тех наказывать, либо и тех амнистировать, если уже. Абсолютно безумное решение. Второе безумное решение – это было расследование Майдана, стрельбы на Майдане, которую благополучно слили за сроком давности, хотя и музей Майдана, и все власти от Порошенко до Зеленского лили крокодилы слезы каждый раз на этом самом, на месте расстрела, и рассказывали, что мы обязательно расследуем, кто это, но так и не расследовали. Это жирнейший плевок в лица родственникам погибших, самим погибших, которых называют Небесной Сотней, а на самом деле вытерли сапоги об ее память. Об их память. И третье, это как бы не установлен ответ на принципиальный вопрос, а кто же устроил бойню в центре Киева, которая привела сейчас к бойне как это, европейского масштаба в результате войны. И возьмем 2 мая. Вот у нас там одни украинцы, пусть инспирированы россиянами, приехавшими из Приднестровья, которые там были, но тем не менее, одни украинцы подрались с другими украинцами, а те украинцы загнали их в дом, в ответ героически победив, и часть украинцев сгорела. Что делает нормальное государство? Оно расследует, правильно, и говорит, ага, вот здесь российские шпионы, вот здесь украинцы, которые там просто были против Майдана, но вышли там за Одессу, так они хотели. Да, совершили правонарушение. Вот здесь украинцы, которые сказали, ага, мы побьем российских шпионов и побьем тех, кто за там, русскоязычную Одессу или антимайдановскую Одессу. Что делает нормальное государство? Он дает по шапке тем и тем, проводит расследование полноценное, публикует результаты этого расследования, говорит, смотрите, по шапке получают те и те. За то, что устроили массовые беспорядки с гибелью жителей. Тем более, часть сгорела. Это нехорошая смерть. Либо оно говорит, хорошо, для сохранения гражданского мира и для того, чтобы третья сторона или там российский агрессор не мог воспользоваться, мы всех амнистируем. По принципу Майдана. Тем более, был прецедент. И работает на гражданский мир. И этого тоже не было сделано. Было очень много слов, что так им и надо, колорадом сгоревшим и так далее, и так далее. Хотя, кроме парочки сгоревших российских шпионов, которые там наверняка были, подозреваю, а может быть и нет, сгорели вполне себе одесситы, при которых свою точку зрения, не укладывающиеся в официальную повестку Майдана. Что произошло? Госпереворота не было, но была майданизирована украинская политика. Ну, мы помним этих, да, в форме. Да. Так, поехали дальше. Алексей, и это очень прискорбные результаты, которые мы выхаркиваем сейчас и будем выхаркивать в ближайшие 100 лет. Буду просить вас лаконичнее. Вопросов, правда, очень много, но в любом случае... Ну, по Майдану надо было высказаться, согласитесь, это ключевая история. Значит, добрый вечер, Алексей Николаевич. У меня, как всегда, к вам каверзные вопросы, пишет пользователь. На этот раз, я уверен, вы легко ответите. Путин приказал нанести удар возмездия за Старобельск. Удар по Киеву массово был нанесен. Скажите, пожалуйста, а кому этот удар и что возмездил? То какой урон понесло правительство от этого удара и кому это сыграет на руку? Получается, на руку всю Зеленскому. Спасибо за ответ, я за мир. Что скажете по поводу Старобельска? Да? Из чего складывается удар? Удар складывается из решения и технического выполнения. Допустим, было решение отомстить за Старобельск, но нужно же было еще попасть. Это не так просто. Не еще при всех рассказах про высокоточное оружие, вот влетание в форточку, это было только в американских этих самых, в 91 году, во время операции «Буря в пустыне», в американских пропагандистских роликах. Реально всегда есть промах. С точки зрения кругового вероятного отклонения, там промах на 50 метров – это ничто. Это очень точное попадание в цель баллистической ракеты, запущенной из Курской области. Это очень точное оружие. А с точки зрения практики, это значит, не попали там в условный штаб, где сидели украинские дронщики, а попали в соседний роддом. Сплошь и рядом. И наоборот. То же самое, что могло произойти в Старобельске. Мне неизвестны подробности в Старобельске. Мне известно, что говорит украинская сторона, мне известно, что говорит российская. Что погибли реальные дети. А украинская сторона и международный расследователь, которые настроены в пользу Украины и не в пользу России, публикуют данные о том, что был же репортаж российского телевидения, что в этом готовят операторов дрона. В этом же... буквально репортаж самого российского телевидения. Сомневаются в списках погибших и так далее. У меня нет возможности установить правоту той или иных сторон. Я допускаю какую версию, что украинская сторона била туда не просто так. У них, скорее всего, были эти данные, что там производилось
частично базировалась, я не знаю, преподавали тогда, были основания для удара. Я просто знаю, как принимается решение об ударах в украинских вооруженных силах. И знаю, сколько раз отказывали при малейшем подозрении, что пострадает мирный житель. И второй момент – это то, что могло произойти трижды трагическая случайность, могло произойти то, что одновременно в этом здании были и юноши, и девушки, которые учились в этом колледже, и одновременно, например, находились эти самые какие-то околовоенные либо военные цели. Допускаю. Вопрос. Вопрос должно установить украинское следствие на самом деле. Что, Ой, А ну вот вот смотрите, тут прямая связь между иранской школой девочек и вот этой историей. Плюс еще очень горький осадочек. Во-первых, все замешивают сюда искусственный интеллект, который мог ошибся и схватить не ту цель. По поводу тут командования дело такое. Во-вторых, 3 волны ударов сообщают россияне нам, то есть это били четко по этой цели. Третье, а Старобельск это Украина или нет? А вот эти дети, они кто для смотрите, Украины? это же мнение российской стороны. А нам надо установить факты. Что для этого делается? Для этого в нормальном государстве по факту гибели граждан Украины, это граждане Украины, мы так их рассматриваем, правильно? Или даже, более вам скажу, по факту гибели гражданских, даже если бы они не были гражданами Украины, заводится уголовное дело. И соответствующие органы, используя все варианты от агентурной разведки до еще чего-то, должны установить картину происшедшего, цепочку, которой принимали решение. Если она была правомерно сказать, извините, так получилось, ошибка войны, либо что, либо дать по шапке тем, кто ошибся, неверно принимал решение. Если даже это был искусственный интеллект, тогда возникает вопрос, кто оценивал возможности боевые искусственного интеллекта в случае наведения на цель, кто принимал решение, кто давал допуск, он должен понести соответствующее наказание. Из этого должны быть сделаны практические выводы, персональные выводы и юридические выводы. Так работает нормальное государство. Это продолжение той же истории с 2 мая в Одессе, тоже история с этим самым и так далее. Но опасность общественная, историческая заключается в том, если это будет принято по вопросу, вернее, пройдено по вопросу, война все спишет. Старались убить российских дронщиков, проклятый Рубикон, а там погибли дети, дело уже такое. Неизбежная гибель мирного населения. Россияне убивают наших, мы убиваем их, в том числе и наших, которые их и так далее. В одном я уверен на 101%, в детей никто не целился. Это одна из трагических ошибок войны, которых сплошь и рядом я в свое время очень сильно получил, когда сказал, что и россияне не целятся в наших мирных. И до сих пор нахожусь на этой точке зрения. Потому что я знаю, как принимается решение в любой армии мира, даже абсолютно людоедская российская, никто не будет тратить огромный технический процесс наведения на цель, установки и так далее, на гражданских, просто чтобы немножко поубивать гражданских. Может оператор дрона загнать в Херсоне или в Никополе в гражданскую машину. Из каких-то личных своих соображений. На миллион человек всегда появится вернее, всегда может оказаться садист. Во-первых, они есть с обеих сторон, давайте прямо скажем. Во-вторых, они есть во всех войнах. Но так, чтобы наводили 3 волны дронов заведомо на гражданских, никогда не поверю, раз. А во-вторых, или там россияне Искандером лупили заведомо по гражданским. В рублях 2 миллиона стоит. Сейчас мы убьем немного гражданских. Вот этого нет. Трагические ошибки, да. Вопрос, как мы поступаем с трагическими ошибками. Украинское государство кровно заинтересовано в расследовании. Мы заинтересованы. Не международные органы, хотя они тоже заинтересованы. Не Россия, хотя она заинтересована. А мы заинтересованы. Понимаете, да? А вот будет ли это расследование, будут ли установлены виновные, сделаны выводы, в том числе на воспрещение подобных ударов, у меня определенные сомнения вызывает. Это вызывает. Я не знаю, как сейчас в Украине списывают там сопутствующий ущерб, если вообще списывают. Я думаю, что какое-то расследование будет. А его результаты – большой вопрос. Смотрите, кого накажут, не накажут и прочее, прочее, прочее. Тут же момент какой, что система определяет, как в ней награждают и как в ней наказывают. Наказание – очень важный инструмент совершенствования системы. Нельзя безнаказанно. Напоминаю, что у проклятого негодяя сволочи Путина сидит более 60 военачальников под следствием либо в тюрьме от уровня командир дивизии и выше. Это высший командный состав, на секундочку, его армии. Так вот, а у нас сколько сидит? Да, Алексей, добрый вечер. Вопрос. Зачем Буданов начинает свою предвыборную риторику со слов «Русь – это Украина, Русь – это намного больше, Украина является родиной для России, история с Зеленским ничему уже не учит, с уважением». Ну, а я добавлю от себя еще то, что мы должны господствовать над россиянами. Смотрите, да, тут же вопрос какой. Там еще много чего, что, как мне сказали, а что ты не берешь этот самый авторские. Угу. Там, да, хорошее отношение к УПЦ, заметьте, было, недавно проскользнуло.
Там это, что мы не можем церковь преследовать. Там у нас был мирный трек и так далее, и так далее. Все это было бы замечательно, и это можно было бы только поддержать, если бы это не было в юношеском задоре, а он молодой человек. Сказано, мы должны господствовать. И что я делаю на уровне российского МИДа? Я говорю, смотрите, бывший глава военной разведки, кандидат в президенты, скорее всего, и нынешний глава офиса президента, представляющий Украину на переговорах, на международных форумах и так далее, выражающий интересы значительной части украинского населения, сколько у него там рейтинг, 16%, заявляет о том, что Украина должна господствовать над Россией. Так вот, мы и воюем за то, чтобы она не господствовала. И это будет абсолютное оправдание войны с их стороны. Мы защищаем Россию. Значит, все российские постулаты о защите России, они приобретают прямую легитимизацию через слова Буданова. Поэтому, как это, все хорошо до господства. Вот господство было лишним. Оно было не нужно. Мгм. Так, значит, украинцы сдадутся или закончатся, интересуется Дмитрий. И не сдадутся, не закончатся. Более того, у меня к вам, Дмитрий, неприятная новость. Скорее всего, украинцы выиграют эту войну, если так дальше все будет идти. Вопрос о цене, которую они выиграют, но они ее, скорее всего, выиграют. При поддержке Запада, конечно, и так далее. Потому что Россия взяла кусок, который не в состоянии проглотить. Я вообще сомневаюсь, что существует государство, которое способно в одиночку противостоять коалиции из 56 государств, поставляющих в той или иной мере, поставляющих вооружение, военную технику, разведданные, снабжение и так далее. Есть другая проблема. Украинцы могут выиграть войну, но проиграть мир. Вот это меня беспокоит значительно больше, чем выигрыш в войне. Потому что половина населения нема, перспективы неясны, государство в фашистской петле. Ну хорошо, а что такое победа тогда? Подождите. Победа это Нет, значит, давайте что... так, смотрите. Мы же с вами тоже об этом говорили, да? Вы тогда не говорили о том, что украинцы могут выиграть войну. А сейчас вы об этом говорите. Но у нас митинги против индусов и бангладешцев. У нас сейчас на самом деле вот эти все вопросы, а давайте вернем кого-то, а давайте там еще больше заставим, еще больше погоним. Куда? Ну, Саша, на смерть, понимаете? Я имею в виду Хорошо, очень что такое победа в этой войне? Как украинцы могут выиграть войну? Закончившись? Победа в этой войне имеет очень конкретное начертание. И выглядит она так. Российская Федерация не достигнет своих стратегических целей в отношении Украины, поставленные ею самой военным путем. Они будут сорваны достижение этих целей. Более того скажу, на сегодня уже можно констатировать, что мы уже победили. При определенной точке зрения. В конце концов, это всего лишь терминология. В техническом отношении Россия, поставив свои цели, не может их достигнуть. Напоминаю, что война эта начиналась с ультиматума даже не нам, а НАТО на границе 1997 года. Где эта цель? За время войны Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Подошли к границам Российской Федерации еще на большом участке. Заблокировано Балтийское море. Обнулены все результаты российской политики за 300 лет на Балтии. Раз. В отношении Украины. Я вспоминаю требования, например, на стамбульских переговорах. Ограничение вооруженных сил, русский язык, церковь. Там и так далее, при том, что церковь и русский язык я поддерживаю, например. Это моя позиция и так далее. Они не достигнуты и, скорее всего, никогда не будут достигнуты. Более того, мы наносим удар, мы на 10% по самым минимальным данным просадили нефтепереработку, ущерб более 7 миллиардов рублей, официально больше 400 этих самых вышек погашено, а их уже не откроешь, скажем так. А кроме того, в России не обновлялись из-за санкций узкие места технологий ключевых более 5,5 лет, начиная с программного обеспечения, заканчивая там заменой там, бляхостанков и прочего. Россия несет непропорциональный ущерб, и соотношение поставленных целей и затрат все больше пока не в пользу России. Они не добились никаких результатов в отношении этого самого. Единственное, что можно к их результатам внешнеполитическим отнести этой войны, что мы не вступаем в НАТО. Но мы никогда не собирались. Нас никогда не собирались принимать в НАТО. А про Евросоюз Путин говорит сам: вступайте. Понимаете, да? Поэтому в каком-то смысле более того скажу, наличный запас вооруженной силы, вооруженных средств Российской Федерации, которые они в состоянии применить против Украины, не позволяет им достичь ни одной из этих внешнеполитических целей. Ни одной из поставленных в начале войны или в ходе войны. А как мы назовем, когда сторона поставила себе цели и не смогла их достичь, и понесла при этом значительные потери, экономические, людские, политические и так далее. Как минимум мы назовем это неуспехом.
Теперь берем, если, но успех еще не означает проигрыш, но если взять соотношение сил Российской Федерации и Украины, разницу в военных бюджетах, военной мощи и так далее, огневой мощи, то для нас, это же давно сформулированный термин, для нас не проиграть войну – это уже победа, а для них не выиграть – уже поражение. Конечно, это носит декларативный такой пропагандистский характер, но я намеренно заостряю для того, чтобы привлечь внимание к этой теме. Технически, как в боксе, ну, можно сказать, что они они не терпят успех на сегодня. Понимаете, да? А дальше будет больше. Что это может изменить? До сих пор Российская Федерация может принять стратегические решения по изменению этого дела. Пойдут ли на них большое дело? Например, массовая мобилизация. Больше тысяч, нам опять поплохеет. Но как поплохеет? Ну, они возьмут, они Донецкую область, 100% возьмут. К этому сводятся цели СВО. Очень, очень большой вопрос. За это время у них сгорит еще 20% нефтепереработки, а это уже катастрофа. У них сейчас ограничен экспорт нефтепродуктов. И они до августа месяца, а там посевная, перепосевная, неизвестно, как пройдет, а снабжение войны – это реально критический показатель. И мы будем продолжать бить, и будем бить больше. А доблестные западные союзники будут помогать нам делать эти дроны и ракеты, и давать разведданные. Поэтому давайте признаем, я не знаю, смог бы СССР достичь своих целей, если бы против него сражалась такая себе европейская страна в треть размеров, например, с населением, и при поддержке 56 государств. Как ни крути. Эта поддержка малая, недостаточно с нашей точки зрения. Но она есть. Это просто кусок, который трудно проглотить. Это не означает, что россияне трусы. Это не означает, что они плохо воевали. Это не означает, что они не умеют воевать. Это всего лишь означает, что в данной конкретной войне, заметьте, не во всех войнах, а в этой конкретной войне они столкнулись с сопротивлением, которое превышает их технические возможности, политические, экономические. Вот и все. Но с точки зрения целей, которые они поставлены, недостижение этих целей – это уже поражение для Российской Федерации. Вот Путин, поставьте себя на место Путина. Вы выходите и говорите, вот на сегодня, друзья мои, у нас такой себе 1350-550 убитыми, под миллиончик раненым, 10% нефтепродуктов легло, дроны летят на Москву и каждый день поражают российские корабли, 70% российского населения под ударами, а мы не можем малую такмачку взять уже 5 лет. Вот это, я считаю, что это победа, друзья мои. И Донецкую область до сих пор не взяли. Ну, вот попробуйте выдать это за победу хоть в каком-то варианте. А вот смотрите, это по поводу войны. А теперь выиграть или проиграть войну – это дело десятое на самом деле. Вот это же надо понимать. Проблема выигранного. Я почему улыбаюсь, Да. слежу за чатом, пишут, ну да, нефтепродуктов на 2-3 недели осталось. Смотрите, проблема выиграть мир. А вот здесь все намного хуже для Украины. Просто не надо лепить это в одну кучу, что... Подождите, как не надо лепить в одну кучу? Нет, Смотрите. Алексей Николаевич, мы с вами украинские граждане, правильно? Ну, то есть, мы с вами... Да, хорошо. Ну, то есть, вы говорите, Украина выиграет. Я говорю, окей. Говорю, цена, там, не то, что цена, а вот что будет, когда Украина выиграет? Так оно, то, что будет, уже есть. Это я вас цитирую, незабвенные ваши слова. Саша, еще раз. Выиграть войну технически на поле боя и в экономике, и выиграть мир – это очень разные вещи. Цитирую вам Черчилля, который говорил, война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Поэтому украинские военные могут справиться в успешном решении задач стратегической оборонной операции против российской стратегической наступательной операции, привести противника в состояние, когда он отказывается от продолжения агрессии. Понимаете, да? И приходит дипломатическим путем, не достигнув своих целей. Или больших своих целей. А вот теперь смотрим, что Украина получает от этого всего. А я говорил и повторю еще раз, что даже Россия, с треском проигравшая войну, представим себе, что армия российская разгромлена так, что российские солдаты, как солдаты Наполеона, завязавшись платками, зимой отступают в этот самый, теряя там обозы, иконы и все остальное по дороге. В общем, тотальный разгром военный. Вопрос, кто будет писать правила послевоенного мира. Так вот, я говорил и повторю еще раз. Россия 100% будет писать эти правила, даже разгромленные и опозоренные в военном отношении. А вот чтобы это писала Украина, я очень сильно сомневаюсь. Потому что единственный козырь, который у нас есть, это стойкость и вооруженные силы. Но эти вооруженные силы финансируются преимущественно из-за рубежа. Стойкость, да, но стойкость, она хороша в дни войны. А что с ней делать в мирное время?
Хозяйствовать мы не умеем или умеем очень плохо. Коррупция зашкаливающая. Страна в фашистской петле. В стране нет половины населения. Перспективы не ясны. И спонсоры имеют свои виды на нас и на наше будущее. Так вот, верхний уровень войны – это не выиграть на уровне, типа мы утопили Черноморский флот и побили российский НПЗ. А это кто будет писать послевоенное правило. Так вот, Россия даже проиграв будет писать, а мы даже выиграв, вопрос, будем ли писать. Будем ли писать – это очень большой вопрос. Надо в этот столб смотреть во всей его, так сказать, в сочетании, во взаимодействии, во всех нюансах. Теперь, давайте посмотрим долю войны, цена войны, которая там обошлась Украине. Вот возьмем только одну цифру – споловиненное население. Я уверен и могу долго и последовательно доказывать, что треть населения сбежала от войны. А остальные сбежали от режима, который установил Зеленский. И это цена за нашу внутреннюю политику, которая совершенно неоправданно растоптала право и человеческое достоинство в Украине. Это майданизированная политика, которая поставила Украину на ложный путь монокультурного и моноэтнического национализма, который абсолютно губителен для Украины, не соответствует ее характеру, а дополненная абсолютной политической коррупцией и беспредела в отношении мобилизации, привела к тому, что половина украинцев слиняла, а еще половина из оставшихся, наверное, мечтает слинять, и совершенно неизвестно, что будет после окончания боевых действий. Поэтому мы имеем дело с уникальной ситуацией, которую не надо упрощать, и заключается она в том, что мы можем технически сорвать стратегическую наступательную оборону, вернее, операцию российской армии, и таким образом выполнить задачи стратегической обороны, сказать, что в военном отношении, да, это победа или крупный успех, а у России не успех, допустим, избежим поражения. А вот что с Украиной, которая ура защитилась, что с ней дальше? И вот это... Назад, да, смотрите. неделю назад сказали, что вот лучик надежды, брежет свет, инженеры побеждают Бандеру. Мельника сегодня хоронили, порвали 3 баяна. Алексей Николаевич. Смотрите, Мельника хоронили, так это же идея пантеона. Я же ее вносил тоже еще очень давно. Я говорил, что если вы хотите настоящий пантеон, надо делать как во Франции. То есть Ковпак должен лежать рядом с Мельником. Это очень сложная программа для очень умных людей, которые действительно хотят национального примирения. Но кто в этой стране хочет национального примирения, кроме нас с вами? И тех, кто нас поддерживает. В этой стране до сих пор действует майданизированная политика. Она является государственным мейнстримом. Причем человек, ее осуществляющий в качестве президента, верховного главнокомандующего, обманул своих избирателей. Его избрали для того, чтобы он провел политику примирения и внешнюю с Россией и внутри. А он встал на позиции, которая хуже, чем у Порошенко, которого он упрекал за проведение этой политики. То есть он прямо предал избирателей и в своих политических целях совершил кульбит, который Порошенко и не мечтал. Потому что Порошенко русскоязычный человек, который был служкой Украинской православной церкви в свое время. И, садясь в машину, кричит водителю на русском языке, когда НАБУ его настигает. Понимаете, да? А человек в критической ситуации кричит на родном языке. Тем не менее, он все еще про армию мову веру. Но что делает Зеленский? Он умножает это на 10. И еще укладывает украинцев, и не только украинцев, штабелями для того, чтобы реализовать эту политику и стать самым злым бандеровцем и так далее. И я не против захоронения Мельника, хотя очень можно поспорить с точки зрения, например, историографии, принятой Нет, до... подождите, на национальном военном кладбище... Даже на национальном военном Нет, кладбище. смотрите, в чем дело. Но, смотрите. Я сомневаюсь, что павшие украинские военные в ходе этих 4 лет, которых там будут хоронить, уже похоронили, еще похоронят, но они прям хотят лежать рядом с Мельником. Это уже спекуляции, Саша. Они все разные. Часть хочет, часть не хочет. Часть с восторгом орет. Украинская армия очень большая, разная. Националистические подразделения там больше, чем надо. Целые корпуса. Да. А часть против. Я знаю людей, которые героически воюют, абсолютно героически, заслуженные с ног до головы, одни из лучших, которые говорят, да нахер он там нужен. У меня дед был в рабу перевернулся, который воевал. Вся украинская армия разная, как украинское общество. Очень разное. Но я говорю о чем? Что это символический жест, который усиливает курс моноэтнического, монокультурного национализма в Украине. И в этом смысле он ложный и опасный. Если уже хранить Мельника, то создавайте пантеон всех, как во Франции. Во Франции лежат те, кто были за короля, и те, кто обезглавили короля, и потом обезглавливали друг друга. Они говорят, смотрите, мы действительно хотим сказать, что нация – это живой океан. И даже несмотря на гражданские войны, противостояния, когда головы летели сотнями тысяч, друг друга стреляли, убивали, они для нас все французы, нация рождается в муках. Это понятный жест, это жест примирения. Теперь мы берем Соединенные Штаты Америки, где военно-учебные заведения названы именами генералов проигравшего Юга.
На секундочку. Представьте себе, в современной России, вернее, в советской России назывались бы военные именами Деникина, Врангеля, Слащева и так далее, и так далее. Вот это я понимаю национальное примирение. Испанию берем. Де Франко, выигравший войну красных и жестоко их репрессировавший в ходе и после войны. А правые убили гораздо больше испанцев, чем левые убили испанцев. Раза в 3, наверное, больше. Все равно умудрился призвать к национальному единению, потом правя Испании. Все равно умудрился сказать, что все они испанцы, все они страдали, и короля привести к власти. И как вот это была программа единения. Смотрите, у нас никто не сподобился на такую программу. Нету курса на реальное примирение украинцев. А значит, нет шансов на возвращение украинцев после войны. Более того, я уверен, что часть выйдет, как только война прекратится и границы будут открыты. В том числе непосредственно воевавшие. Потому что не секрет, что среди военнослужащих очень многих ходит настроение такое. Я честно свой долг выполню. Я Украину защищу, довоюю. Но как только открываются границы, я сваливаю, потому что я не верю в эту страну. И этому причина не Россия, а внутренняя политика, которая проводится начиная с 2014 года в Украине. Ну, там еще Ющенко возьмем, начиная с 2004, которая абсолютно губительна для Украины. И для меня, Алексея Арестовича, является фактором номер 1, который губит Украину, а только потом российская агрессия. Понимаете, да? Поэтому это сложное комплексное явление. Да, мы можем сорвать российскую войну в военном отношении, в смысле достижения политических целей военными результатами. И эта возможность реально существует и вполне может реализоваться. Может не реализоваться, если мы натупим, а они примут решение. А мы, например, мобилизация, там туда-сюда, найдут способы, китайцы, корейцы, а у нас там не получится. Это все еще возможно. В этой войне дважды такты менялись. То в пользу России, то в пользу Украины. Сейчас так в пользу нас. Вопрос, мы его удержим и смогут ли что-то сделать россияне. Но так действительно в пользу нас, это было бы глупо отрицать. Поэтому возможность появилась. Не значит, что она будет реализована. Но выиграть войну и выиграть мир – это очень разные задачи. И меня лично, почему я не в вооруженных силах Украины? Не только потому, что мне лично опасность там угрожает не как обычному военнослужащему, а как человеку, который разоблачал последовательно режим Зеленского. Понимаете, да? Это драка за власть. Это очень серьезная история. Я не собираюсь себя отдавать в руки людей, которые получат в случае моей мобилизации полную власть надо мной, ненавидя меня и желая меня прикончить. Сегодняшнее доказательство – это блокировка ТикТока. Год уже Арестович под санкциями, но они не могут, они все еще преследуют и так далее. А потому что я считаю опасностью номер 2 российское нападение. Опасностью номер 1 – режим Зеленского и шире Порошенко, и шире вот эту линию моноэтнического, монокультурного национализма. И против нее моя основная борьба. Понимаете, да? Я нахожусь в месте, в котором ее лучше всего вести при всей совокупности обстоятельств. Так вот, хрен с ним с той войной. Это было гигантское сверхусилие даже просто не допустить России реализации своих внешнеполитических целей, поставленных в отношении Украины. А вот насчет выиграем ли мы мир, у меня очень большие сомнения. Вот это будет драка так драка. Понимаете, да? Вот это настоящее макроисторическое действие. Потому что вернуть Украину на нормальный либеральный курс развития, где права и свободы человека важнее, а многокультурная Украина, какой она всегда была всю свою историю, перекресток миров, важнее. То есть привести Украину к своей сути, это сверхцивилизационная задача. Я на ней сосредоточен в основном. Смотрите, Украина только дважды в истории пыталась идти путем мононационализма, монокультурного. 17-20 и вот с 14 по нынешнее время. Оба раза тотальная катастрофа. Все время, пока она была перекрестком миров. Пока она соединяла варяги, греки и татары, чехи. Все было прекрасно. Лучшие университеты, огромное количество передовых имен, наука и так далее, и прочее, прочее, прочее. Там Вернадские, Королевы и прочее. Как только сразу начинается катастрофа. Это главное зло для Украины. Поэтому войну мы можем условно привести к некоторому успеху. Давайте не использовать тогда хорошо выигрыш или сам. А вот даже не цена, которую мы заплатили, потому что потеря половины населения. Это не цена за войну, это ложная точка зрения. Я ее хочу еще раз подчеркнуть и разоблачить. От войны убежало максимум треть населения. Непосредственно, которая из районов Востока и так далее, это юга. А все остальные не бежали и не возвращаются, самое главное. Ведь от войны можно убежать, но представьте себе, правительство бы уважало права и свободы, занималось бы страной, сделало бы ставку на что? На то, что все украинцы нам нужны, все важны, а не вот это, мы герои, а вы пидорасы и так далее, и так далее. Значительная бы часть украинцев вернулась обратно в Украину. Но я бы сразу вернулся в Украину, потому что Украина реализовывала бы тот курс, за который я борюсь. А сейчас курс в Украине абсолютно античеловеческий, почти фашистский.
Почти. Мы в фашистской петле. Я уже объяснял, что это такое, не хочу повторять. Поэтому наша главная угроза – это внутренняя политика. Главная угроза для украинцев – это внутренняя политика. Главная, лишающая Украину исторической перспективы, даже если Россия уйдет, и Украина вернется к границам 1991 года, но этот курс сохранится, Украина будет уничтожена как государство. Будет уничтожен украинский этнос, который, бляха-голова, у нас тут крупный чиновник украинский говорит, ну да, украинцы будут помесь украинца, индуса и бангладешца, ничего страшного, лишь бы налоги платили и голосовали. Я не против индусов и бангладешцев, не против даже смеси украинцев с индусами и бангладешцами. Я вообще считаю, что все человечество должно перемешаться рано или поздно, и слава богу. Но товарищи, которые нам кричат про чистоту украинской нации, и которые сейчас на Майдане вот такие жесты делают, рассказывая про чистоту украинской нации, они к чему привели своей политикой? К тому, что украинская нация физически заканчивается. Вот это же надо разоблачать денно и ночно, понимаете? Поэтому выиграть войну, вернусь просто для хлесткости фразы, это еще полбеды. Мир бы нам выиграть. А вот за вторую я не уверен абсолютно, хотя старательно пытаюсь его выиграть, понимаете? Да? И вот это сверхзадача. Выиграть войну – это сверхзадача, точнее, а это сверхсверхзадача. И тут далеко еще битвы даже по-настоящему не начинались. Сначала должен уйти Зеленский, который является квинтэссенцией и уособленням вот этой абсолютно безумно уничтожающей Украину, украинцев политики, соединенной еще с коррупцией. И еще вот с этим вот системой отношений 16 века, когда по нам все, а смерды должны сдохнуть. И быть заменены другими смердами, бесправными индусами, которые не могут качнуть права, потому что они языка просто не знают, да, и гражданство не сразу получат. А потом надо пересматривать вообще всю нашу политику, начиная с 1991 года, всю политику независимой Украины. Пересматривать историографию, пересматривать гуманитаристику. И вот это достойная задачка. Это интересная штанга, которую интересно поднять. А войну выиграть, да. Ну, как говорил Черчилль, повторюсь, война слишком серьезное дело, чтобы доверить. Война херня, главное маневры. Главное маневры. И вот эти маневры нам еще предстоят, поверьте. Да, Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Счастливо. Друзья, берегите